Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Это прямой эфир у нас сегодня, понедельник, 18 мая. Все вживую будем обсуждать и, конечно же, коснемся совершенно разных, абсолютно разных геополитических и внутриполитических вещей в Украине и вообще, что в мире это делается. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Саша. И зрители, всем привет. Да, вы знаете, очень такие бурные события. Нам кажется, завершение мая будет особенно ярким. Причем ввиду того, что Трамп решил опять бомбить Иран, например. Да, а эскалация прям полным ходом. Вот прям мы на пороге уже где-то заступили за эту черту в российско-украинской войне. В общем, интересное событие происходит. Давайте присоединяйтесь. В конце, как всегда, сессия ответов на вопросы от вас, уважаемые зрители. Это вопросы свои можно оставить несколькими путями. Ну, во-первых, и самое главное, анонс нашей встречи в сообществе YouTube. Там заблаговременно, спокойно, так сказать, можно оставить свой вопрос. Также клуб зрителей «Шелест». Это непосредственно закрытое сообщество, где анонс нашей встречи тоже размещен и собирает вопросы заблаговременно. Онлайн, вживую, это можно по QR-коду, который возле меня сделать, если работает сервис. А не работает, то в чате трансляции в самом финале прям вживую будем, как говорится, щелкать, как семечки, все ваши вопросы, ремарки и, конечно же, максимально общаться. Но, чтобы общение задалось, давайте начнем его с опроса. Опрос сегодня вот такой звучит. И я считаю, что прям надо сейчас прям уделить этому внимание и разобрать стороны в российско-украинском противостоянии. У кого в руках вожжи эскалации? То есть кто сейчас управляет эскалацией? Варианты: Путин, Трамп, Зеленский или, ну вот давайте так, Европа и Британия. Да, не буду я персонализировать, ну вот такие вещи. Если проанализировать произошедшие за последние дни удары по Москве, если оценить, что вот сейчас там ядерное учение в Беларуси, если заявление разобрать, то что видится в позициях сторон, Алексей Николаевич? Кто управляет? Давайте зададимся вопросом, а какие резервы эскалации у сторон? Тоже хороший вопрос. Куда мы что можем эскалировать? Эскалация грубо складывается из двух физических сфер, то есть чем мы можем, и второе, двух там как бы трех целевых, куда можем бить. Смотрите, значит, до сих пор война к чему сводилась? Мы воюем на земле и обмениваемся дальнобойными ударами. Ну, достаточно долго они были односторонние для России, они нас лупили безнаказанно, а мы ничего, теперь начали мы лупить в ответ. Атакована Москва, московский регион. Теоретически это можно назвать эскалацией, но тут же можно и назвать это возмездием, можно назвать это чем? Ответным ударом. Вопрос, что мы как бы вкладываем сюда. Для меня это не похоже на эскалацию. Эскалация это можно сделать только из идеологических причин, если кому-то в Москве захочется сделать эту эскалацию. Почему? Потому что не было ударов по гражданским целям. Мы не били по энергетике, мы не били по системам водоснабжения, как нам постоянно угрожает российская сторона. Били по военным объектам и производству военному. Если там где-то и полетело по энергетике, что я не исключаю, но у нас такая же отговорка формальная, как у россиян. Мы бьем по энергетике не чтобы мирные страдали, а чтобы военное производство останавливалось. Поэтому это симметричный ответ. Точнее, он до сих пор асимметричный, потому что несопоставимы ударная мощность, то есть физические возможности. Российская сторона до сих пор обладает преимуществом в нанесении дальних ударов. То, что мы начали там по 500 дронов за раз засылать, но это скорее такая голубая мечта, которая потихоньку сбывается. Но как часто мы можем такие темпы поддерживать? Насколько это эффективно? Это все очень большой вопрос. Наша асимметрия заключается в ударе по НПЗ. Сегодня Зеленский заявил, оперируем только его словами, что на 10% упал импорт российский, переработка, точнее, 7 миллиардов ущерба и так далее, и прочее, прочее, прочее. Это весомый, скажем так, серьезный ущерб, который мы нанесли. Теперь потенциал для эскалации. Значит, потенциалы для... С вами обсуждали. Первое – это открытие нового наземного фронта. Вдруг Беларусь там откуда-то нападет. Зеленский тоже говорил, что они готовы. Я сейчас вам покажу, откуда готовится нападение на Киев. Если с Беларуси как пойдут, перепойдут, на Черниговскую область пойдут, и так далее, и так далее. Нету пока признаков подготовки наземного вторжения. Ни белорусская армия не обладает соответствующим контингентом, несмотря на частичную мобилизацию, которая проводится в учебных целях, с моей точки зрения, Беларуси объявлена Лукашенко. Ни у России нет резерва, позволяющих храбрый поход на Киев или на Чернигов новый организовать.
И повторю свой тезис. Если бы у них были такие резервы, они бы поехали на Константиновку либо на Запорожье. Два ключевых направления, которые им сейчас куда важнее, чем новое наступление на Киев. Теперь, потому что политическая цель наступления на Киев как бы не ясна. Наступление на Киев – это прекращение всех разговоров о мирных переговорах, всех усилий, обнуление всех усилий. При том, что Трамп и Си Цзиньпинь только что заявили, что они приветствуют все мирные усилия. То есть это пойти туда, это сразу разозлить и Трампа, и Си Цзиньпиня, и Трампа, и Си Цзиньпиня вместе. Как бы не очень удобно для российской стороны в настоящий момент. А по причинам, которые мы еще скажем, когда будем обсуждать, если будем обсуждать визит Трампа в Китай. Теперь мы смотрим куда. Можно сместить направление ударов. Если они вдруг начинают бить усиленно снова по энергетике и снова начинают бить у нас, и, например, начинают бить по водоснабжению, это резко ухудшает положение мирного населения, особенно в крупных городах в Украине, и причиняет непомерные масштабные страдания мирному населению, включая проблемы с водой, которые может массовые эпидемии, работу холодильника вызывать и так далее, подвергают угрозе этим. Повлияет это на ход войны? Нет. Дроны как летели наши, так и будут лететь. Это просто добавит страданий украинскому мирному населению. Готова ли на это идти Россия? Мы не знаем ответа на этот вопрос. Нужно им это сейчас, не нужно, что они считают. Мы увидим это, но не знаем. Предупреждения, опять же, из уст Зеленского были. Что вот они ай-яй-яй готовятся, там у нас есть такие данные. Но ай-яй-яй готовятся или ударили, это еще большой вопрос. Как бы теперь, что мы можем сделать? Мы можем начать внезапно причинять массовые страдания мирному населению. Вопрос, чем и зачем? Если мы это делаем, мы обнуляем слегка пачкаем свои белые одежды кровью и дерьмом, называется, потому что... Ну, мы еще не такие запачкали. Запачкали уже. Ну, сильнее гораздо запачкиваем. То есть мы рыцари света, и вдруг массовое страдание мирного населения. Тем более у нас же народ не удержится, он начнет массово люлюкать. Но народ в соцсетях это не фактор для политики, а вот когда не удержится и парочка нардепов, то членов парламента ляпнет что-нибудь такое, так вам и надо, вот это уже очень сильно просадит. Нам это не выгодно, я думаю, мы на это не пойдем. Бить по энергетике, тем более там в ключевых регионах Москва, Московская область, вполне возможно и будем, потому что это ПВО, это связь, это там, как бы, что там еще, это там военное производство, то же самое. Можем бить по военным объектам, то есть объектам ВПК, заводы, которые производят, как вот по этому самому Ангстрему влупили только что и так далее. И 100% будем бить по переработке нефти и транспортировке нефти. Потому что это для нас ключевой козырь. Одна из самых сильных сторон того, что мы можем делать, если смотреть это как на шахматную партию. Теперь смотрите, что мы можем сделать мы еще вдобавок к этому всему. Мы можем... Выскользнула мысль, вернется, скажу. Слишком много держу потока в голове. Давайте вы продолжите, а если... Да, смотрите, я хотел бы в этом ряду, который вы перечислили, немного непонятно. Значит, куда можно эскалировать? Вы называете со стороны России возможность эскалации, там, это вода, ну, то, что Зеленский говорил. Но, погодите, есть же еще Днепр, есть мосты. А рассказы о том, что мосты нельзя поразить, они там при Советском Союзе строились. Слушайте, можно все поразить, мы видели. Только дронами выносится, да, там на какое-то время, потом там это ремонтируется. Короче, можно лупить и регулярно, и систематически по этим мостам, перерезая, собственно, Украину по Днепру. Это все видят. Дальше. Зеленский же с докладом ГУР опубликовал интересные подробности. Говорят, смотрите, там карты даже зарисованные. Так интересно, слушайте, особенно тем, кто не посвящен в эти карты. А тут есть подземный бункер, а вот тут по Банковой. Они готовятся меня убить высшее политическое руководство. Об этом же вот он вот заявлял. То есть это ведь тоже определенный градус эскалации. Причем, заметьте, не в первом приведенном мной примере, не во втором не надо особо ядерного оружия. Сегодня показали очень интересную статистику, как баллистика летит. Баллистику сбивать особо нечем. Это показали предыдущие обстрелы. Нет, ну там что-то есть из ПВО, там Патриоты, но по большому счету дефицит. Ну там летит 2 минуты, минута, ну в общем такие, да, в зависимости откуда. Поэтому можно как бы поднатужиться и вот методично выносить мосты и, соответственно, реализовать то, что задумал Зеленский. Почему вы это не включаете в спектр возможностей России эскалировать? Смотрите, по мостам они били и признали эти удары неудовлетворительными в 2022 году результаты, потому что, я повторю снова и снова, мост – это очень сложно для поражения цели. Если это не маленький мост в Харьковской области через какую-то там плотину,
вернее, в виде плотины там через какое-то водохранилище, то это или в Черниговский мост, там, в Черниговской области, как они сносили, то это очень сложная цель. Мосты, 50 мостов через Днепр у нас есть. Они являются стратегическими объектами, рассчитанными на применение тактического ядерного оружия. Почему? Потому что мост – это основа и пролет. Пролет закрывается очень быстро, если в нем пробить дыру. Помните, как Антоновский мост лупили в Херсоне? Сколько туда надо было стрельнуть? Там через метр укладывали эти химарсы. А химарсы там, бляха, голова, там взрывчатки, мама дорогая, несколько десятков килограмм. Так вот, чтобы... И он все еще функционировал, пока туда не расстреляли половину имеющихся запасов химарсов. Очень сомнительная, с моей точки зрения, была история, но что сделано, то сделано. Теперь ну, баллистика прилетает в пролет. Ну, будет дыра 2 на 2 метра. Она ремонтируется в течение часа в самом худшем случае. И дальше поехала техника. Там можно попасть в железнодорожный мост, повредить полотно. Но это тоже отработано. В Советском Союзе эта технология стояла прекрасно, потому что мосты – это кровь войны, сосуды войны. И экстренные бригады, механизмы, само устройство мостов, схемы их починки – это все прекрасно отработано. До сих пор оно существует, ремонтируют и так далее. Мы знаем же примеры какие. В России слетают поезда, правильно, когда там отдельные партизаны там какие-то или кто-то там что-то взрывает и пускает. Ну, буквально за сутки там идут следующие поезда. Хотя повреждено полотно, поезд упал на секундочку и так далее, и так далее. Поэтому, если попадать в опору, это, во-первых, технически сложно попасть в опору, это сильно маленькая цель в размере, чтобы туда попасть. А во-вторых, это просто кусок очень крепкого бетона. Его всерьез повредить, сдвинуть, как-то там разрушить, чтобы мост упал, это технически очень непростая задача. Они это знают, потому что это те же самые советские мосты, которые разрабатывались по тем же схемам, рекомендациям и как бы спецификациям того же Генштаба, который в Москве. Достаточно поднять архивы, посмотреть нормативы на уничтожение мостов и понять, что это сложная задача, технически нерешаемо. Они, видимо, не хотят тратить наряд сил, вот этих боеприпасов, на заведомо малоэффективную цель. Какой-то 2-3 моста каких-то при системной компании можно развалить по закону больших чисел. Если много летит, то попадет в опору или в две и так далее. Но это очень сложная история. Для желающих я могу, что такое уничтожение моста, порекомендовать спросить искусственный интеллект, либо почитать это, как американцы уничтожали знаменитый мост в Северном Вьетнаме. Всеми возможными современными средствами. Это была целая длиннющая кампания, и так они по-настоящему ничего с ним сделать и не смогли. Вот один мост. Поэтому это сложная история. Теперь, что касается руководства. Ну, без ядерного оружия Зеленского, сидящего в бункере, не достанешь. Никакой орешник не пробьет туда. Потому что это строил Советский Союз и строил для защиты от ядерного оружия. То есть без ядерного, оно защищено от ядерного, и без ядерного ты ничего с этим не сделаешь. Раз. Во-вторых, ну хорошо, представим себе невероятно. Убили Зеленского, и что дальше? Война закончилась. Нет. Ну, смотрите, ведь очень много на нем замыкается в этом, Смотрите, в этом Зеленский процессе. главный противник окончания войны, я тоже придерживаюсь этой точки зрения. Но война не закончится, это надо очень четко понимать. На волне убили нашего лидера, любой политик, желающий закончить войну, будет самоубийцей. Поэтому какое-то время, ну нифига себе, убили нашего президента, неважно, Зеленский он или Зеленский, казнократ он или не казнократ, но как бы на это надо отвечать. Мы постараемся ударить по Москве, по Кремлю, вот что будет в ответ. Как бы, да, будем охотиться на их политиков. Поэтому будет резкий скачок эскалации, какое-то время попадаемся, а вот сама политика в своем основном направлении начнет меняться в пользу мира, когда пройдет волна, кто кого убьет и кто кому отомстит. То есть это еще полгода-год. Поэтому это тоже не является, в принципе, решением. А кроме того, совершенно неизвестно, как отреагирует Запад, Европа, там, тот же Китай на уничтожение лидера, который, в принципе, несмотря на печальную судьбу руководства Ирана, все еще относительно неприкосновенной в международной дипломатии является. Тут еще вопрос, нужна это эскалация, которая не ударила бы обратным концом по российскому руководству, по российским планам на войну. Поэтому остается что из эскалации? Серьезная эскалация, я повторяю, это только не вода, не руководство, не мосты, а это мобилизация. С моей точки зрения, Россия исчерпала модель войны. Внимание, не проиграла войну. Раз. Не там проиграла, она не проиграла этот способ войны даже, а она просто исчерпала его. Исчерпала. Почему? На чем он строился? Общественный договор был такой. У нас движуха у элит российских, мы развлекаемся, а у вас полные магазины, вас никого не призывают, как бы, да, идут только добровольцы, и более того, начали больше зарабатывать, особенно те, кто связан с производствами ВПК, то есть война где-то там. Теперь, когда летит и 70% российской территории под ударами,
и там огромные столбы дыма черного поднимаются, и вот реакция москвичей и так далее. А, вот что я еще забыл сказать и вспомнил. Мы можем перекрыть полеты российской гражданской авиации транспортной на европейской этой самой. Такие планы, это очень серьезная эскалация, причинение существенного ущерба российской экономике. И вот тогда заметит каждый россиянин, уже заметит эту войну. И поражение на Кубани, где-то мы там поразили комплекс управления авиацией, это одно из этих самых, Да, в показывает, что Ростове. такие возможности есть. Ну, по принципу, у нас не летает, так пусть и у вас не летает. Тем более, что несколько случаев, в том числе и во время этого налета, когда более 50 рейсов было отменено в Москве, показывают, что это технически возможно. Это еще одна зона эскалации. Пойдем, не пойдем, тоже неизвестно. Но даже это не определит. Это причинит очень большой удар российской пропаганде, потому что рассказывать, что мы там давим хохлов, а тут летать невозможно, собственно, России, это уже как бы очень серьезная история. Но решающим по-прежнему остается только одно. Мобилизация у нас, мобилизация у них. Точнее, смена модели мобилизации, потому что исчерпалась у них, исчерпалась у нас. Какую бы войну городов не устраивали, там, разрушили Банковую, мы разрушили Кремль. Все будет решаться только в основном на поле боя. Даже если фундаментально просадить российскую нефтеперерабатывающую промышленность и транспорт, ну, там еще на 20%, 30%, это очень большой удар по экономике. Как бы, да, но и это не будет решающим, что сломают там проклятая империя, хребет и так далее, и так далее. Это заставит потянуть пояса, это будет существенный ущерб, это там инфляция, падение цен, большие убытки, но не окончание войны. Окончание войны возможно только в одном случае, когда агрессор в данном случае решит, что он продолжать агрессию невыгодно. Сегодня это предельно ясно сформулировали в одном из Z-каналов. Сначала я сформулировал, потом они утром, потом они сформулировали. Звучит это так. Или будет мобилизация, или выход на мирное соглашение. Вот сейчас в этой дилемме стоит Кремль. Но почему у него еще нужно пройти путь до того, как принимать это решение? И этот путь Донецкая область. По одной простой причине. По моему глубокому убеждению, я это повторял и буду повторять. Пока не отвоевана Донецкая область, Путину нечего вообще. Квитанцию за войну он не может предъявить никому. Ни своим элитам, ни российскому народу, ни самому себе. То есть 5 лет воевали и что? Даже Донецкую область не освободили. Там ДНР от проклятых хохлов и там западных наемников. Он выходит на решение продолжать войну или останавливать войну только на взятой Донецкой области. Поэтому сливы и логика показывает, что им надо взять Донецкую область. До конца года, еще год воевать и так далее. Но надо. И мое предсказание звучит так, мое предположение звучит так, что если не изменится, не прилетят инопланетяне, Си Цзиньпин лично не позвонит Путину и всякое такое прочее, и настоит, или там еще что-нибудь, Си Цзиньпин вместе с Трампом, они будут воевать до взятия Донецкой области. Пространство решений появится только после взятия. Продолжать или останавливать. И вот тогда у них очень большой, в силу там всего, что мы говорим, очень большой соблазн эту войну остановить после взятия Донецкой области. По сумме причин, по которым мы уже называли. Экономика, слишком большие издержки войны и так далее. Поэтому, смотрите, каждый погашенный российский НПЗ – это огромный ущерб для российской экономики. Надолго. Но само по себе эту войну не останавливает. Этому можно радоваться, как там, ослабление механизма финансирования войны. И там, в принципе, удар возмездия и так далее, и так далее. Я бы вынес за скобки это как повышение издержек отказа после продолжения войны. Но до взятия Донецкой области никакой остановки войны в принципе речи пойти не может. Поэтому и является на переговорах главным условием, что по сути россияне говорят. Они сняли уже почти все требования. Они говорят, уйдите из Донецкой области и все, сразу мир. Недавно Лавров это повторил в очередной раз, и Песков. Но они не так сказали. На этой неделе. Ну, Они не почти так так. сказали. Да. Не так. Они сказали, Да. уйдите и начнем разговаривать. Да, так это и означает, что это означает дорогу к миру. Смотрите, тут очень важный нюанс, Алексей Николаевич. Секунду. А мы, соответственно, с нашей стороны, мы, соответственно, не отдадим Донецкую область. Ну это да. тоже принято решение. Поэтому эта вся возня, вся эта история сводится, кто победит Донецкую область. Вот логика. И это будет весь 26-й год, я вам гарантирую. Угу. Есть очень интересный нюанс по поводу мобилизации. Это прям читается, и вы тоже видели Зеленского вчерашнее обращение. Ну, в общем, как он там пишет, что он заявляет. Сейчас мы поговорим про Путина и Си, да, и Трампа и Си. Но видно, что как пытается играть Зеленский, я все равно так и не понял вот это, вот проясните, зачем, на кой ему раскрывать, вот смотрите, какие у них планы, меня убить, бункеры. И фраза с Банковой или без Банковой
но типа мы не отдадим суверенитет, там вот это все и так далее, и продолжим воевать. Меня, если честно, насторожило. Ну, то есть с банковой или без банковой. То есть вот этот момент проясните. И самый главный посыл Зеленского, что, мол, сейчас мы будем стрелять на Москву, Московскую область, мол, москвичи, Moscow never sleep, вот эти все надписи, вот это все как бы радости и издевательства. Его понять можно. Украину обстреливают 4,5 года, и, ну, радость имеется в виду, да, украинцев. Да, а вот как бы вот только до Москвы долетело. Однако, не будет ли это, внимание, мобилизующим россиян фактором? Потому что у нас уверены, вот хоть кол на голове тиши, что наоборот, что россияне будут роптать и как-то повлияют на башни Кремля. Смотрите, мобилизующим фактором это не будет, потому что все факторы мобилизации исчерпались. Наиболее мобилизующим фактором было физическое вторжение украинских сил в Курскую область, пребывание там больше года. Куда же еще больше мобилизировать? Это повлияло на какую-то волну мобилизации, но обстрелы мирного населения, вы поймите, мирное население находилось, они же у них ухилянты, они же по-нашему, они же находились у них в абсолютной позиции. У нас все хорошо. Москва как жила, так и жила, сверкающие витрины, как бы первостатейное потребление. Как бы привилегированная, да, и они же всегда хвастались чем. Мы вообще эту войну не замечаем. Вот они начали замечать. И это не та публика, которая разозлится и пойдет воевать. Публика, которая разозлилась и пошла воевать давно уже там. Публика, которая там хочет воевать за деньги, она начала подисчерпываться, потому что, ну, малая так мачка, 5-й год штурмуются, понимаете, да, и они же не дураки, они же все это прекрасно понимают. То есть, какие-то люди идут в военкоматы, сказать, что у них прервалось этот самый, там, те же 30 тысяч заходят ежемесячно. Пока у них не исчерпалась модель мобилизации, в смысле не иссяк поток военкоматы, она исчерпалась в том смысле, что резкого прироста уже нельзя обеспечить. И мобилизация, я не знаю, что их там может мобилизовать. Если в родину мать попадет только ракета, и то еще 200 человек придет и так далее. Это не фактор. А вот давление, которое может сказаться на рейтингах власти, потому что обещали, что ничего не будет, а вот тут мы живем, страдаем, летит у нас теперь мирное небо, прекратилось, до какой-то степени, мы не знаем до какой, да, недовольство будет сказываться. Но российская власть недовольство своим правлением россиянам устраивает гораздо более эффективнее, например, отключением мессенджеров и там ограничением интернета, нежели украинские обстрелы. Мы не можем измерить эти цифры, поэтому можем сказать, что какое-то недовольство будет, но будет ли оно фундаментальным, точно не приведет к резкому потоку людей в военкоматы. Что для этого надо сменить содержание войны, ответить зачем, за что воюем. Как бы люди, которые готовы воевать за Донецкую область, всегда в России будут, но резкого наращивания их очень трудно представить себе, там 200 тысяч плюс и так далее. Это можно сделать только насильственной мобилизацией. Добровольческая мобилизация, она уже исчерпалась в этом смысле. Я не верю, что хоть какое-то отдельное событие или цепь событий может привести к тому, что поток добровольцев увеличится. Опять же, это очень разные вещи. Поток добровольцев куда? В мобильные группы ПВО я верю, которые будут прикрывать Москву и города. А штурмовать Константиновку для того, чтобы в Москву не летели ракеты, разрыв связи, не хватает связки логической. И это к мобилизации может привести только однозначно. К решению человека пойти на войну приводят только однозначно одноходовки. Двухходовка, если то, тогда возможно нет, так не работает. Человеческая мотивация так не работает. Это прямой, как бы явный импульс. Вот условно на Киев наступают, я беру автомат и становлюсь на защиту. А надо стать на защиту чего-то там, чтобы когда-то там не наступили на Киев, на Москву. Это очень такая история. Это и так те, кто хотели воевать, они просто берут это как повод, клеют этот лейбл и идут. Вот об этом, это мой ответ. Что касается банковой и безбанковой, тут очень просто. Он же выдает серию сообщений, которая к визиту приурочена Трампа в Китае. И общая канва выглядит так, что какое он мета-сообщение посылает. Он посылает «Я, бляха, за мир с ног до головы». Но посмотрите, Россия в Белоруссии ядерное испытание, Россия в Белоруссии наводит шахеды, Россия в Белоруссии, там проклятая Беларусь уже мобилизируется, Россия вот грозится стереть Банкову, Россия бьет по водоснабжению. Это Россия не хочет окончания войны. Это же ясно, ясно, ясно. А потом он делает трюк, с Банковой или без Банковой. Он говорит, Зеленского бить можно? Но сорвать украинское сопротивление нельзя. И он как бы деперсонализирует сопротивление. Он говорит, это не я продолжаю войну. Это вот народ хочет. И он будет бороться даже если вот лично меня не будет. Сил произнести с Зеленским или без Зеленского у него не хватило, потому что это слишком было бы рискованный месседж. А вот с Банковой или без можно Банковой... проверить, Алексей? А как проверить, Да. Алексей Николаевич? Ну, вот ему бы сразу задали вопрос, а давайте проверим. К этому, видимо, вопросу он не готов. Поэтому он оставил с Банковой или без Банковой. Будем воевать дальше и так далее.
Ну, вот такая история. Это для того, чтобы лидерам там, когда Трамп заглядывал в блокнот Си Цзиньпиню, там было написано «Зеленский молодец», 3 восклицательных знака. Алексей Николаевич, ну встреча-то Трампа и Си Цзиньпина. Мы, конечно, не знаем этих всех кулуаров и подробностей, но то, что было видно, и Мы что... знаем, Саша. Нет, ну то, что можно было считать, ну это неудачная Нет, встреча. нет, нет. Смотрите, там все удачно и очень неприятно. Если хотите, я могу рассказать, но это будет на уровне таксисты сказали. А уж верить, не верить, как хотите. Нет, ну Сказать? расскажите, тем более, что я хочу, опять-таки, зайти сюда, в эту тему Трампа и Си и завтрашнего визита Путина к Си Цзиньпину через того же Зеленского. Там сегодня поразили два судна, там какую-то Гвинею, Мгм. Бисау, какая-то, Ну, это под флагами же, реально да, там, маршалово, рус- короче, да. китайские, Ага. ну, в общем, китайский экипаж, китайский хозяин этого судна поразили, ну, никто не погиб, просто как бы так красивая черная, там, скажем так, вмятина на этом судне, и Зеленский, военно-морские силы, представляете, они у нас есть, у нас, оказывается, есть спикер военно-морских сил, который еще там с хохмой и Дима Плетенчук, да, с издевочкой это да. все пишет, понимаете? И это видно, что они специально это к визиту как раз-таки, к Китаю апеллировали. Вот смотрите, какие негодяи. То есть читается на раз-два вот этот ход. Дима А, Плетенчук – это такой клоун из породы спикеров этих самых пресс-офицеров бригад. Они тоже все очень разные. Есть героические, есть такие, которые любят отсиживаться и небрежно цедить через губу восторженным девочкам-журналистам в чем-то розово-патриотическом, как они всех побеждают. Вот Дима как раз из этой породы. Так что да, это отдельное явление. Что касается Трампа и его визита в Китай, я могу рассказать, как было. Ну, смотрите, это будет сплошные слухи и сплетни. Ни одного фактического подтверждения я вам не могу. Этот самый. Хотите, послушайте сказку на ночь. Сказка выглядит так. Первое. Ключевым вопросом визита был проблема с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект считается главным драйвером экономики и главным вектором перехода на новый технологический этап, который определит характер всей цивилизации. Значит, Китай и американцы находятся в диалектической борьбе. И они поставили ряд вопросов. Первый вопрос – это регуляция рынка искусственного интеллекта. Правила, этика там, и так далее. Куда идем, что применяем. Второе – они обоюдно зависимы. Китайцы зависимы по так называемым средним микрочипам, там, это технические подробности, на которые Штаты наложили вето. А американцы критически зависят от Китая по, скажем так, мозги они производят, а мускулатуру производят китайцы для дата-центров. То есть это все редкоземельные элементы и технические промышленные батареи на редкоземельных элементах. Это там всякая хрень обеспечивающая, техническая и так далее. Американцы реально страдали. Например, производство крупных трансформаторов от американской фирмы очередь 3-4 года надо ждать. 95% идет из Китая, так или иначе. Поэтому американцы в развитии очень сильно зависят от Китая. В развитии вот этой металлической требухи и так далее. Китайцы от американцев зависят от тарифов и от отраслевых ограничений. И вот они решали этот вопрос. Создано 2 комиссии, которые будут это все регулировать. Для того, чтобы обходить это, американцы же успели вписать это как оборудование, касающееся, короче, в перечне национальной безопасности США находящиеся. Чтобы обойти свое собственное вето, создаются 2 отдельных комиссии, которые будут регулировать поставки. Американцы, у китайцев будут закупать сельскохозяйственное оборудование, эти самые, короче, продукты сельскохозяйственной вот этой вот отрасли, за 17 миллиардов, те 200 Боингов купят и прочее, надавали комплиментов. Значит, очень простыми словами, американцы снимают тарифные ограничения в обмен на съемку китайских тарифных ограничений на производство оборудования, поставок оборудования для дата-центров. Вот это основные решения, которые были приняты. Раз. Политически они отказались воевать. Это очень хорошая новость. И для этого погодите, было а Тайвань? Смотрите, для этого и было сделано заявление. Надеюсь, все понимают, что Трамп летит, как любой лидер, даже самой маленькой страны, летит встречаться с другим лидером, даже самой большой страны, только когда уже полностью согласована повестка. То есть он приезжает, говорит, это не мои переговорщики, а я подтверждаю все, о чем вы договорились, своими словами ставит подпись. Они договорились о чем? Что американцы усиленные предпринимают меры по окончательной разрыву зависимости от Тайваня, от производства этих микрочипов и так далее. Они уже очень сильно это сделали. Например, доля тайваньских этих всех хреней, электронной требухи, это на 11% всего в импорте США. Еще в 2020 году было 46%. Они постоянно снижают. Основное производство у них на заводах Intel в Европе, в Мексике и в самих США.
И этот самый, еще они, по-моему, перетащили это во Вьетнам, ну там в ряд стран и так далее. Поэтому Вьетнам известный своей антикитайской направленностью, на секундочку. Поэтому как бы они снижают эту зависимость, но все она еще остается. А Трамп что обещал, пообещал Си Цзиньпиню, говорят злые таксисты, злые языки таксистов, что мы не будем защищать Тайвань. Не будем. Но вы не нападаете на Тайвань. Поэтому он делает два заявления, что независимость Тайваня нет, поставки вооружения в Тайвань нет, чтобы не раздражать и снижать градус эскалации. А вот тут самая неприятная часть. Си говорит, окей, а мы не будем помогать России. И Трамп этого добился, со слов таксиста. Китай гарантировал отсутствие увеличения помощи Российской Федерации и в войне против Украины и противостояние с Западом. И таксисты применяют нехорошее слово «кинул», буквально «кинул Путина». Мы, конечно, посмотрим, кинул он или нет, или это украшение действительности по визиту Путина завтра. Но формально они обменяли Тайвань на Украину. Простыми словами. Мы не эскалируете там, вы не помогаете эскалировать тут. Эту гарантию получили. Почему я такой скептический еще в отношении всякого рода эскалации? Потому что нечем эскалировать. Если бы резко Китай начал поставки вооружения, военной техники, боеприпасов, там, запчастей и так далее, у него были большие возможности, у российской армии появлялись бы. Этого не будет. Си Цзиньпинь дал формальные гарантии Трампу, что и неформальные, что этого не будет в обмен на Тайвань. Вот это то, что произошло. Поэтому, что касается Ирана, значит, тут тоже неприятная история. Тайвань, вернее, Китай сдал Иран. Точнее, не Иран, а режим Аятолл. На что они поменялись? Значит, Китай, нефть идет, как шла и будет идти, большая часть будет идти Китаю. А США запишут себе формальную победу там, и прекращение очередной войны. Ну, вот. Но режим Аятолл или кто там будет защищать, никто не будет. А Израиль будет заниматься дальнейшей ликвидацией существующего режима. Может быть, не в форме войны, но в форме там бац, машина взорвалась, телефон взорвался и так далее. Постоянно подтачивая иранское руководство и создавая условия, когда оно станет настолько крупным, что естественная смена режима в Иране начнется сама по себе. Там, по ленинскому принципу мы не можем создать революционную ситуацию, но если она создана, было бы глупостью ей не воспользоваться. Вот они готовятся к созданию ситуации, неважно, произойдет она завтра или через 5 лет. Поэтому, если в целом подводить итоги визита, то они на сегодня выглядят такая. Мы не будем воевать с друг другом, не будет большой войны, Третьей мировой. Второе, мы разряжаем 3 заряженные точки. Иран, Тайвань и Украина, Россия. Разряжаем, вынимаем патроны из пистолетов, которые с нашей стороны были поднесены. И кидаем всех маленьких в пользу наших двусторонних отношений, более выгодных. В том числе регуляция по экономическому блоку. Вот это то, на что они договорились сегодня. На сегодня. Мгм. Но с другой стороны, давайте тогда оценим масштабы помощи Китая России, потому что вопрос, откровенно говоря, дискуссионный. Угу. И это первое, что нужно вот в этом, скажем так, ну, описании происходящего нужно понять. И давайте тоже посмотрим на определенные детали. Ну, вот эти подарки, которые делегация выбросила, американская, да, которые там понадавали, понатыкивали всяких там сувениров, бейджев, каких-то телефонов, каких-то этих самых. Тоже, ну, то есть все очень напряженно выглядело. Это не напряженно, это просто бестолковое решение службы безопасности, которые могли сделать все гораздо деликатнее. Вот в стиле трамповской администрации и ее действий. Почему? Потому что это можно было спокойно сложить в отдельные пластиковые мешки, еще в посольстве США, и улыбаясь, оставив только флажки, в которые невозможно чип или яд засунуть, махая, американская делегация ушла бы в самолет, никто бы и не узнал, что она выбросила подарки, если бы журналистам кто-то что не сдал. Но никто не позволит разрушить двусторонние отношения и комплекс подобных решений, там, на кону которых судьба человечества, Третья мировая война, просто потому что делегация бестолковая и неэтично выбросила подарки. Это, конечно, максимально некрасиво. Равно как и заглядывание в блокнот некрасиво было. Ну и, конечно, там Ушаков дал подробности будущей встречи завтрашней Путина с Си. Там будут подписаны договоры, 40 штук, ну это может отраслевые какие-то еще, скажем так, моменты. Плюс очень интересная история о том, ну, в общем, они сворачивают однополярный мир, да, и, в общем,
переход идет к такому многополярному миру. Какой-то такой, я так понимаю, декларативный будет. Это будет декларативно многополярно, но реально они будут то же самое. Это будет продолжение той же линии, которая была в декларации совместно российско-китайской после визита Си Цзиньпиня в Москву год назад. Когда и подтверждение того же тезиса, что был на саммите в Казани, и потом на саммите ШОС. Логика будет какая? Они будут говорить про моноцентричный мир, вот посмотрите. Они будут говорить, что односторонний, однополярный мир в лице США, монополия разрушен естественным ходом вещей. Надо учитывать позиции глобального юга. То есть будет та же самая декларация. Но по факту однополярного мира давно нет, он двуполярный. И сумма визитов Трампа к Си Цзиньпиню, и Си Цзиньпиню потом поедет же в сентябре поедет в США, промежуточные итоги этих соглашений, подводить и дальше там, если выполнено, дальше продолжать там нормализацию двусторонних отношений и прочее, и конструирование этого двуполярного мира. Формально китайцы не могут сказать в силу их политической традиции: ха-ха-ха, у нас теперь двуполярный мир, потому что их логика: мы всегда за мир, они же до сих пор за территориальную целостность Украины выступают, на секундочку, то есть они считают, что Крым украинский. Это их официальная позиция. Китая и так далее. Поэтому я уже не говорю там про Донбасс и Луганск. Поэтому они будут говорить все правильные слова. Вопрос, что они реально строят. Что они строят, это либо слушать сплетни таксистов, либо тщательно анализировать механизмы, вернее, которые вкладываются, и там основные конституционные элементы, которые вкладываются в соглашение с США, в соглашении с Россией. Мы это будем делать, потому что одними сплетнями таксистов обойтись нельзя, это некорректно по отношению к зрителю. Поэтому мы и о фактах будем рассуждать, поэтому мы с вами обязательно посмотрим, я думаю, эти 40 соглашений, которые будут, оценим заявления сторон и так далее. Но все, что я знаю о Китае, все, что я знаю о международной политике, занимаюсь ей всего лишь 99 года, непрерывно каждый год, могу сказать и каждый день, что заявления все будут правильные, а реальные и вот такие вот, что вот надо учитывать интересы всех, что мир теперь такой многообразный, интересный и так далее, надо отказаться от применения силы, надо что, надо вот мирное сотрудничество, санкции нельзя использовать, как прочее. Сам визит Китая, немедленный визит Путина после Трампа в Китай и потом визит Си Цзиньпиня в сентябре в США, скорее всего, говорит вот о чем. Си Цзиньпин скажет Путину: смотри, ты же понимаешь цену вопроса. Давай так, я тяну до сентября. Бери Донецкую область, если тебе сильно надо, бери. Там, ну вот у тебя есть 4 месяца, 3,5 на какие-то успехи и так далее, и так далее. Но извини, супер крупных поставок не будет, потому что я тебя разменял на Их и Тайвань. не было, Алексей Николаевич. Я так получилось. Мы не знаем объем поставок. Но главное, даже если они были минимальные, смотрите, в чем была фишка. Фишка была в корейских войсках, которые без решения Китая невозможно, никогда бы не поехали воевать. Раз. Во-вторых, это вторая. Главное не то, что произошло и то, что будет снято, а то, что могло бы произнести. Вы сами мне в прошлой передаче говорили, что а вдруг сейчас приедет 150 тысяч корейских войск, и что тогда? Так вот, не приедет, судя по всему. Эта опция закрывается. И не будет резкого увеличения поставок со стороны Китая. Что в политике очень часто, в стратегии, важно не то, что было сделано или отозвано, а то, что не сделано, хотя могло бы было быть сделано. Ну, например, помните, сколько угрожали ведущие американские официальные лица поставками томагавков в Украине? Это поднимается волна барьера, а потом говорит: ладно, хорошо, не будем поставлять томагавки, раз вы так хорошо себя ведете. Поэтому это очень типичное поведение. Создание угрозы, а потом ее снять. А уже разговоры про то, что снова могут приехать корейцы, или что Китай как начнет сейчас крупные поставки, и как раз перед визитом Трампа я читал в англоязычной прессе, в том числе азиатской, чуть больше, чем надо. Потому что прямо угрожали. А вдруг? Ну, для чего была затеяна война в Иране и в Венесуэле? Чтобы показать китайцам: смотрите, что мы можем в военном отношении. Но китайцы ответили: мы тоже можем. Мы можем России сейчас как поставить. Мало не покажется. И Ирану. Знаете, Это взаимное шахование, а потом типа стороны такие любезные снимают друг друга шах. знаете, что если в сумме, ну вот так вот я просто прикидываю и набрасываю, ну как вот это в модных всяких там психологических, инфо-цыганских, скажем так, вещах, когда делится на два столбика, типа плюсик, минусик. Плюсы и вот минусы рисуем, да. И вот я так рисую, а получается Китай ничего не получает. Почему Китай получает? Он только Китай сдает, он сдает Не, Россию, нет. сдает Иран. Ну, как Нет, бы...
Смотрите, Китай получает. Китай получает снятие ограничений критических для, скажем так, знаете, было в советское время Министерство легкой промышленности, средней промышленности и крупной промышленности, это тяжелый. Так вот, для средней промышленности он снимает очень серьезные ограничения. Он снимает тарифы очень серьезные, в том числе экспортные тарифы в США, то есть кусок экономики возвращает. Он договаривается, играет ключевую задачу. Вот Китай свою Донецкую область взял, считайте. Когда президент США, обеспечивающий США всю дорогу обеспечивали безопасность Тайваня, Тайвань это их Донецкая, их ДНР, условно говоря, говорит и выходит, так, стоп, она принадлежит Китаю, и мы не будем никогда воевать, это очень жирный плюс для... Это все равно, что сейчас бы вышел Кая Каллас или там Чарльз, король Чарльз, и сказал бы, знаете что, Донецкая область все-таки российская. И мы не будем помогать Украине ее отвоевывать. Вот это примерно такого же масштаба заявления. Это очень серьезный факт. Вот Си Цзиньпинь как раз может предъявлять успех. Если даже не лезть в экономическую требуху, заявление о том, что мы не продаем больше оружия Тайваню или не поставляем его массово, там же как американцы с Тайванем, они несколько волн. То есть смена поколения вооружений Тайвань получал чуть ли не в первую очередь. Вооружение. Раз поколение вооружения сменилось на более современное, модернизированное, сразу уехало на Тайвань. Так вот, они сейчас отказываются от этих волн, то есть разовых крупных контрактов там, на десятки миллиардов долларов, и оставят что? Просто поддержание текущей составляющей. То есть, они прекращают наращивание возможностей, боевых возможностей Тайваня и оставляют поддержание предыдущего уровня. Но Китай-то наращивает возможности. То есть возникает, представьте себе, что они бы сказали, это примерно такое же действие, как прекращение поставок вооружений Украине. Очень мощный шаг со стороны США. Съезд, да, американское оружие выкупает, но американцы напрямую не поставляют. Это очень мощный фактор для Китая. Очень серьезный. Что Китай демонстрирует всем азиатским государствам, прежде всего своим соседям? Он говорит, смотрите, мы можем невооруженным путем, за счет внятной политики, дипломатии, экономики, добиваться серьезнейших геополитических решений, которые были очень утяжелены перспективой вооруженного столкновения. А у Китая острова Спратли, у Китая спорные 5 государств, и у Китая Япония, у Китая Южная Корея, у Китая огромное количество проблем там, с этими заливами и проливами, потому что 75% его экспорта и импорта идет морем. Через эти сомнительные, там, за которые территориальные споры, там все эти проливы, заливы, которые очень легко затыкаются в случае чего. Это мощнейший сигнал азиатским союзникам и вообще людям по всему, тому же Евросоюзу, той же России и так далее. Видите, как они выгодно смотрятся на фоне России. Они говорят, смотрите, вы тут воюете 5-й год, поразваливали все на свете, у вас по Москве летит, а по Пекину ничего не летит, и мы договорились на словах. Это торжество китайского принципа дипломатии. Мы не воюем. Да, мы держим там 3 авианосные группы, там ударное, там ядерное оружие и прочее, прочее. Но это как бы всегда в тени умных людей. А умные люди всегда договорятся на словах. И вот вам фотография Трампа, который наклоняется над ладонью Си Цзиньпиня. Это торжество китайской дипломатии. Им есть что предъявить. Когда начинаешь разбирать, ну там видно, что две стороны договорились относительно паритет. Тут еще паритетно, не паритетно, оно вылезет на дальних дистанциях. Через 5 лет будет понятно, где там нарушен паритет, где заложили какие-то мины, где маленькими буквами записали. Но в целом это выглядит как достаточно паритетно. Да, залез в блокнот, да, нахамили с подарками, да, наклонился к руке. Всегда есть соблазн раздергать немножко эмоций на этой теме, но в принципе рамочное соглашение паритетное. Вот заявление по поводу, которые с Путиным будут совместные, когда Путин туда прилетит. Это еще нам покажет. Если будет что-то типа вроде не выйдут на пресс-конференцию, вдвоем скажут, или отдельно скажут заявление, что мы выступаем за скорейшее и мирное разрешение конфликта в Украине и всех других спорных вопросов, считайте, это победа Трампа. Мгм. Хорошо. Там Тогда, тот же Иран и прочее, прочее. тогда Ну, вот не Трампа, а, скажем так, США, американская дипломатия в целом. логика ваша понятна. Смотрите, тогда давайте, у нас там и вопросы фигурируют, будем скоро подводить итоги, голосуйте, если не проголосовали, это прям тоже очень интересно, в чьих руках вожжи эскалации, там есть и, Путина, Зеленского обсудили, да, там есть Европа и Трамп. И вот тут становится уже очень интересно. Значит, Европа, в общем, какая-то Санта-Барбара происходит вокруг переговорщика от Европы. Тут всплывает Меркель. Меркель вот буквально перед нашим эфиром говорит, нет,
Там Никаких Шредеров. и так достойные люди у вас там в списках фигурируют, да. Путин говорит, мне со Шредером хорошо. Драги тоже как такой считающий человек, который четко может и не русофоб в этом отношении, не отметившийся какими-то заявлениями. Есть официальная Еврокомиссия с Урсулой и Кая Каллас, которая говорит, вот, мы там не должны идти на поводу. То есть они заговорили о переговорщиках совместно, как бы, и вот что-то предлагая в этой партии, да. Кому? Мало понятно. Россия не отказывается от переговоров с Европой, но все сейчас понимают, что Украина на шее как раз-таки Европы. Финансово, ресурсно и по всем остальным статьям и вопросам, и это уже открыто декларируется. Ну, тут еще надо добавить, что сегодня Зеленский как бы породил в мир, видимо, опять, если примерно или хотя бы примерно так, как вы описали ситуацию там после встреч Трампа и Си, он же породил в мир новую, как бы эту, как бы шишку новую бросил в Америку, говорит, там американские компании помогают из Крыма возить зерно украинское наше. Это же все, это же зрада, крамола. Вы что себе позволяете? Вы что? Мы сейчас всем будем стучать, ну, в смысле, ко всем обращаться, во все колокола бить. Вы что? То есть понятно, то есть этот разлом между США, между Трампом и условной там Европой и Британией, он сейчас налицо. Как тогда в этой парадигме будет выглядеть, ну, хоть какой-то формат договоренности и завершения войны? Смотрите, о завершении войны речи не идет. Для чего применяются переговоры? Европейцы настаивают. У европейцев очень простой позиции. Хорошо, как бы если мы основные спонсоры войны, даем деньги, вооружение, там, перекупаем и так далее, интегрируется в ВПК и прочее, прочее, мы тут того аля-улю, то, во-первых, с нами надо говорить. Нас голос можем быть услышан. Надо говорить с теми, кто платит. Правильно? Все логично. То девушку ужинает, тут ее танцуют. Второй момент. Постоянно висит же тема чего? Возможно, войны в странах Балтии, там, возможно, войны с Польшей, возможно, столкновение на Балтике. Пока идут переговоры, эскалация находится, возможность эскалации под контролем. Она как бы в узде. Это не значит, что во время переговоров не может начаться война. Может, но все равно это хоть какой-то элемент контроля. Напоминаю, что в своей книге «Воспоминания» Ангела Меркель считает одной из основных причин, почему началась российско-украинская война. Потому что в 2020 году начался ковид, все сели в бункеры, и прекратилось личное общение политиков, которое или удерживает доверие, или растет доверие при личных контактах. Все, мы все люди, у всех возникает химия. Когда человеком, который ты бесконечно лично переговаривал, там, обсудил здоровье любимой собаки, пообедал, прогулялся по саду, ну, меньшая подозрительность. Она говорит, что когда засели все в бункеры, то у всех выработалось, и в карантин выработалось так называемое бункерное мышление, которое известно в психологии как феномен и характеризуется резким ростом подсознательного недоверия. То есть ты не замечаешь, как ты меньше начинаешь доверять своим визави. Просто я могу вам сказать, что разница между разговором по интернету, пусть даже защищенным каналом там и так далее, по телефону и личной встрече колоссальна в пользу личной встречи. А вот эти разговоры по телефону всегда самые, ну как политика это война, там всегда самое крайнее подозрение. А личная встреча, да, позволяет о многом договориться и очень многое знать. Так вот, почему переговоры ведутся? Потому что переговоры это набор личных встреч. Я вам скажу, что значительная часть обойденных крайностей в российско-украинской войне связано с тем, что переговоры между Россией и Украиной не прекращались никогда. Когда вышли из стамбульского формата, было 5 форматов, 5 разных групп работали, пленные, там прочее, прочее, но работали непрерывно каждый день. Буданов недавно сказал, если вы видели, он сказал, что нынешние переговоры выросли из формата обмена пленными. То есть контакты же никогда не прекращались на самом деле. В том же Абу-Даби, там тоже Саудовской Аравии и прочее, прочее. Там были еще кое-где. Поэтому и пленные обмениваются, заметьте, даже после самых тяжелых ударов России по Украине, или Украине по России, все равно идут обмены пленными и так далее. Это за счет того, что существует личный контакт. А личный контакт – это очень серьезный предохранитель против эскалации и возможность запобыгти, если по-украински говорить, избежать там крайних решений, отрегулировать, успеть договориться и так далее. Поэтому Европа заинтересована в переговорах России. Она должна контролировать уровень эскалации не только с Украиной, но и с самой Европой. Вот, логика понятна, мы платим, давайте, как бы, и они сейчас подбирают подходящую фигуру. Но в Европе целый класс политиков поднялся на очень острых антироссийских заявлениях, граничащих буквально с русофобией. Та же Кая Каллас.
Что вот нет, тут, например, давайте мы конструктивно постараемся сейчас найти при всей сложности, сумме ситуаций. У нас политики договорились до чего европейские очень многие, что Россия никогда, или когда начинает звучать никогда и всегда, понятно, что это не конструктив, это идеологическая установка. Вот с русскими никогда невозможно договориться. Там, или европейцы, или как россияне, там, Караганов. Европейцы не договороспособны принципиально, вот и так далее. Это вот такие вещи, но когда Караганов, это неофициальный политик, да, там как бы позволяет себе такие вещи, там или Дугин, это понятно. Когда в Европе потенциальные переговорщики, лидеры, главы государств, представители Еврокомиссии начинают говорить, что Россия никогда, это не способствует, мягко говоря. И вот они сейчас в дилемме, кого же подобрать, кто будет приемлемый для России, и чтобы эти переговоры имели хоть какую-то практическую пользу. Вот Путин говорит, Шредер, извините, это федеральный канцлер Германии, одновременно крупный функционер «Газпрома», как бы нас эта фигура устраивает, мы понимаем, как бы да, и так далее. Немцы говорят, нет, Меркель выходит, Шредер это плохо. Давайте Струбба. Струб на грани антироссийских заявлений. Там, да. Давайте Каллас вообще не подходит. Давайте же найдем фигуру. Правильно? А фигура пока не ищется. Но они в процессе, они рано или поздно найдут. Макрон себя предлагал на эту роль, если вы помните. Но у Макрона заканчивается каденция. Возможно, после окончания каденции он попытается занять эту роль. Но у Макрона проблемы с доверием. Потому что он слишком много заявлял того, что в международной политике, что явно читалось как ситуативное заявление для колебаний рейтинга внутри Франции, нежели там на серьезного политика, который может выступать серьезным посредником с учетом сторон. Чем арабы хороши в этом смысле? Они не занимают ничью сторону. Они реально занимаются переговорами, поэтому их все любят. Поэтому очень часто переговоры через них ведутся. Саудовская Аравия, там, Объединенные Эмираты и так далее. И реально говорят, господа, давайте вот серьезно разбираться. Протокол, время, засек, вы выступили, мы выступили. Не занимают, уклоняются от занятия сторон. И именно такой посредник и нужен. А европейцы слишком заинтересованы в победе одной страны, Украины. Там, да? Поэтому кого, как, но они, скорее всего, подберут либо посредника, либо группу посредников, либо найдут формат, через который нужно переговариваться. Переговоры неизбежны, как деэскалационный инструмент контроля, ну и как доля политического участия. Мы платим за войну, тогда разговаривайте с нами, какого хрена. Это все очень предельно логично. В телеграм-канале Алексей Арестович, подпишитесь на телеграм-канал Алексея Арестовича, вы также, ну, как и многие, да, уделили внимание, говоря о моделях войны. Ну, про Россию мы с вами поговорили, в Украине тоже исчерпалась модель войны, именно эта модель войны. Но, в общем-то, иллюстрировали недавним заявлением олигарха, православного олигарха, который женился на Львовой Беловой. Она и Путин попали под МУС, вот этот вот, да? Значит, где он выступает и говорит о том, что, ну так, нельзя украинцев победить, потому что они русские, а русских победить нельзя, и русские не сдаются. Никогда не сдаются, да. Интересен, скажем так, этот посыл. Именно в контексте, вот вы так пробежали, а я хочу, чтобы мы здесь немножко, хотя бы там минутки 3... Я думал, вы не поднимете эту тему, очень благодарен, что вы подняли ее. Углубимся в общественный договор и, конечно, ну, вот эту вот модель войны с украинской стороны, которая себя исчерпала. Потому что, ну, давайте честно, ну вот, откровенно давайте. Ай. Ну, вот Зеленский говорит, мы бьем там по Москве, по Московской области. Это что? Да, это элемент эскалации. То есть со стороны Украины, чтобы принудить. Да, то есть вот, понятно. Мол, мы по-другому не можем, мы вот так давим. Вот мы такие. Отлично. Но это же как бы работа исключительно на будущий раскол между одними русскими и другими, которые и так там яма и поколениями надо сшивать, а будет еще тяжелее, будет еще как бы больнее. Или нет? Да тут какой уже больше раскол, когда они убили накануне 24 киевлянина, как бы, да, ну... Да, Киев плясал под бумбокс вот этого Хлывнюка, да, который типа служит в ВСУ. Это было отлично. Это как бы куда уж больше колоть. Поэтому то, что наделала Россия в отношении Украины, тут уже колоть не переколоть. Там, то, что наделала Украина в отношении, например, того же Донбасса и Луганской области, и Крыма, тоже уже колоть не переколоть. Потому что взаимный счет Туапсе и прочее, взаимный счет уже ого-го, и он будет увеличиваться.
На чем я хотел заострить внимание? Вы скажете, да, нет. Что в Украине забрежил очень светлый луч надежды. Слабенький такой, еще неизвестно, устоится ли он, но забрежил. До этого же не было вообще, до этого было предельно глухо и безнадежно все. В чем он проясняется? В том, что начало украинское коллективное бессознательное, судя по отдельным оговоркам, заявлениям и так далее, соображать, что инженеры для современной страны в 21 веке важнее, чем бандеры. Вот инженеры против бандеров. Я написал сегодня, что исчерпалась модель радикального национализма, она перестала вдохновлять. Более того, с моей точки зрения, я неоднократно говорил и повторюсь еще раз, радикальная модель, вернее, модель радикального национализма, этнического и культурного, нанесла колоссальный ущерб Украине. Колоссальный. Недавно заявление министра Минсоцполитики о том, что украинское население за время войны, население Украины уменьшилось в 2 раза, это прямое следствие идеологической модели радикального национализма. Когда украинцев поделили на правильных и неправильных, и количество правильных с каждым днем все меньше, а количество неправильных с каждым днем все больше. Если раньше сначала были отдельные негодяи из Донецка и Луганска, или там пророссийские, потом все русскоязычные, потом уже украиноязычные, которые к умеренности привлекают, а потом даже среди радикалов не все правильно, и так далее. Вот эта хрень исчерпалась. Как это видно, что исчерпалось? Первое, видно, что очень многие люди уехали от этой модели. Есть люди, которые мне возражают и говорят, или этой точки зрения говорят, они уехали от войны. Друзья мои, если бы они уехали только от войны, они бы вернулись. Если бы вы вели нормальную внутреннюю политику. Но они не возвращаются. Они, возможно, уехали от войны, но не возвращаются не потому, что вы ведете такую политику. Делаете ее нормой общественной. Второй момент, или часть из них. Второй момент – это то, что количество людей, уклоняющихся от войны, запредельное. Из 808, из там, 1 200 000 силовиков, 1 300 000, которые у нас под ружьем, 400 000 СЗЧ. Это каждый третий. Второе – это то, что... И третье – это то, что... то есть радикальный национализм не дает удержания людей в армии. Модель радикального национализма как мотивация к войне, к победе в войне, не удерживает людей в армии и не дает как это прибыток людей в армию. То есть не записываются люди в армию на модели там, давайте защитим идеалы, за которые боролся Ярослав Стасько и там, Степан Бандера. И третье – это то, что сейчас на передний план выходят в основном инженерные решения, как то, что наилучшим образом представляет Украину. Это началось с войны в заливе. Украинцы обеспечивают ПВО американским базам, арабам и так далее. Это прорывающаяся информация о кооперации, о успехах наших на учениях, о кооперации с западным ВПК. Вот эти прелестные отзывы там, целого сонма западных генералов про то, как мы молодцы, победили на острове Гоголан, там разгромили шведскую армию и так далее, и так далее. Если убрать всю эту идеологическую требуху, выбивание бюджетов, этих генералов, сидящих в совете директоров там, и прочее, прочее, выдавить это как сухой остаток, что получается? Что идет взаимопроникновение украинских достижений, мы как носители реального опыта, в том числе технологических решений, с ВПК, прежде всего Европейского Союза, США и, там, например, некоторых стран Ближнего Востока. Украина впервые востребована в мире. Не является донором, не является жертвой, которая навечно ноет. Не является вот этим вот идеологическим последующим «давайте 2 раза встанем в парламенте и посмотрим украинский фильм про войну, прослезимся все, там выставку сделаем». А впервые идет предельно циничное, в хорошем смысле, реалистичное, очень заземленное сотрудничество. Да, вы носители реального боевого опыта, да, вы носители системных инженерных решений. Вот это интересно, покупаем. И тогда, если в сухом остатке мы смотрим, Украина впервые стала интересна миру не по идеологической составляющей, а хотя бы по экономической. И что же это? А это инженерное решение. То есть Украина, оказывается, нужна хоть кому-нибудь в мировом пространстве не только зерном, но и инженерными решениями. А вот чем она не нужна, рассказами про Бандеру, идеологии и так далее. А параллельно у нас еще одна волна. Мигранты и новости, связанные с мигрантами. Вот Укрпочта, Поперечнюк говорит, у нас тут уже работает, там у меня 4000 призвано людей, а там работает сейчас там 15 индусов уже. А вот драка индусов с ромами в Львовской области, а вот индусы там залезли на магазин. Тогда появляются новости о мигрантах и антимигрантские процессы. Начинают националисты высказываться против мигрантов резко там, и так далее. Там идут заявления, бойцы украинские и прочее. Все это стало актуальной темой. Но на депопуляции как бы неудивительно. Получается, что Украина стремительно приобретает сетку проблем,
Она завернута как в волоску сетку проблем, очень похожа на проблемы любой страны Евросоюза. Миграция, депопуляция, но в то же время инженерное решение, школа, какая-никакая промышленность и прочее, прочее. То есть в этом смысле Украина почти Европа получается. Мы туда не вступим в ближайшее время, чтобы не обнадеживать. Но что? У нас уж больно похожие проблемы. Раз, это повышение в ранге по сравнению с депопуляризированной страной определенное. А второе, мы стали полезны миру наконец-то, кроме зерна, еще и кем? Инженерами. Оказывается, мир не интересуется националистами. Оказывается, Шухевичу глубоко пофигу всему миру. Так мы же пользователи, Алексей Николаевич. Да. И самое главное, смотрите, Ну, самое какими главное. инженерами? Мы же Смотрите. пользователи. Не, смотрите. Мы сейчас об этом скажем. Самое главное, чтобы не забыть, что и бангладешские, и индусские мигранты не стремятся петь лента за лентой. Понимаете, да? А то есть, эта модель не работает. И если будет радикальный национализм, мы никогда не восстановим депопуляцию. Если будет радикальный, не победим. Если будут радикальные националисты, мы никогда не восполним прорехи в экономике серьезно. Если будет радикальный национализм, он просто тупо не продается на внутреннем и внешнем рынке. Вообще не продается. То есть это тухлая модель оказалась. Тухлая. А хорошая модель – это когда наши инженеры что-то там накрутили. Накрутили все-таки. Давайте сразу скажем, при всех наших издержках, при том, что это своровано 90% на том, что они накрутили. Мы даже не бюджеты, понимаем, там, наши ли и так эти далее. инженеры, понимаете? Нет, я почему говорю так уверенно, потому что я знаю некоторые аспекты. Так и наши, и так и делают много хороших вещей. Это правда. Где-то даже опережая. Я просто знаю некоторые, на практике знаю, некоторые элементы сотрудничества там, украинского ВПК, украинских военных с целым рядом стран, скажем так. Реально можем, реально делаем. Это правда. Это не бог ведь что мы не заменили весь спектр вооружений, но это конкретная ниша, отработана на этой войне, прежде всего беспилотники и так далее, которые всех в мире интересуют, а также интегрирующие системы, сводящие в единый комплекс вооружений, ситуативного знания поля боя, та же дельта и так далее, и так далее. Опыт реально изучается, решение изучается, идет очень ускоренными темпами, идет серьезнейшая интеграция украинского ВПК с ВПК целого ряда стран, прежде всего европейских. Это правда. Проблема И да. важная. Это инженерия, это проблема, это инженеры военного времени. Это инженеры продукта, который ни хрена не будет востребован с точки зрения развития государства и государственности и жизни внутри этой страны. Безусловно, Эти дроны смотрите. не будут заточены на то, чтобы там, я не знаю, доставку еды возить, понимаете? Еду они тоже будут возить, но не в этом дело. Смотрите, вы абсолютно правы. Это же не является «Ура, у нас появились инженеры, значит, все проблемы Украины решены». Нет, они не решены. Решена ключевой вопрос, что на фоне, когда развалилась вот эта гнилая хрень радикального национализма, этно и культурного, которая убивала Украину и главным злом для Украины является, у нас как бы она развалилась не просто так, а она сыграла очень важную роль. Украинское коллективное бессознательное, украинцы крайне чувствительны к одобрению из-за рубежа, но раньше они выпрашивали слезами, либо героизмом. А эта модель не работает, в 2022 году она работает, когда первые 9 месяцев всем удивительно, а дальше все меньше и меньше, стухает. А во-вторых, что получается? Наши инженеры решили еще одну какую задачу, ключевую. Они сделали так, что, говорят, российский НПЗ летит там в Пермь и долетело до Москвы. А чувство коллективного желания отомстить или хотя бы выровнять паритет, что не только вы по Киеву бьете, зараза, по Днепру и по всем, но и мы по вам бьем, натика выкусите, тоже удовлетворили инженеры. Смотрите, чем оно раньше удовлетворялось. Оно удовлетворялось сказками националистов про то, что там засранная орда, значит, вот это вот примитивное, а мы тут европейцы, их там побеждают на поле боя. Это действительно так. Но когда мы отступаем, когда берут Покровск, когда берут там Константиновку, угрожают Запорожью, рассказывают, что мы там обоссали череп российского солдата, как у нас любили это там, или показать очередную там 110-ю картинку, как дрон влетает в российского оккупанта, но оно всем надоело. А тут новая волна. В Москву полетела, НПЗ горят, в Туапсе экологическая катастрофа. Поэтому это очень низкое чувство мести. Понятное, но не очень благородное. Тоже удовлетворили инженеры, а не националисты. Понимаете, да? В этом же фишка. И это получается, что две психологические крупнейшие задачи сейчас, коллективное, внешнего признания и справедливой мести проклятой империи удовлетворяют инженеры. А раньше это держалось, услышьте мою мысль, только на идеологической накачке. А сейчас появилась материальная составляющая. У нацистов
у Гитлера тоже были выдающиеся инженеры. Прекрасно. Но смотрите, никто не разделял инженеров и нацистов. Правильно? Кроме фон Брауна, который потом сумел стать отцом этой самой американской космической программы, и те немцы, которые поработали на Советский Союз. Это уже после войны сделали. А у нас во время войны происходит разделение. Ну, нечего предъявить сейчас радикальному национализму. Вот что ты выйдешь и скажешь рядовому украинцу? Вот это мы запустили дроны в Москву. Они скажут, а при чем тут вы? Это какие-то умные люди, закончившие Киевский политехнический университет, да, институт, где-то там что-то в подвалах намутили, или там, как этот из московский глава Фаерпонта и так далее. Причем россияне беглые там на ракеты клепают и прочее, прочее. Поэтому очень видно, как сменился тренд. Я же сужу по информационному тренду. Какие потребности ставятся, какие потребности удовлетворяются. И это далеко не решенный вопрос. Но то, что разомкнулась монополия радикального национализма и появился хоть какая-то трещина, уже дает надежду, что Украина может войти в тренд, если его бережно усиливать и раздувать, когда общество поймет, что, понимаете ли, вот идеология деконструкция, давайте развалим все российское, все московское, все советское, проигрывает идеологии инженерии, а давайте что-то делать своими руками, пусть даже в сугубо военных целях. Смотрите, важно донести, чтобы оно утвердилось в коллективном бессознательном. Не в голове каждого отдельного человека, который по отдельности умный, а вот у толпы, у массы. Утвердилось, что деконструкция – это хрень, она уничтожает Украину физически в половину населения. К войне привела деконструкция. А почему война? Потому что деконструкция. Идеология деконструкции была. Развалить, отрезать, запретить и так далее. Что, оказывается, можно что-то конструировать, хотя бы чуть-чуть, хотя бы долями. Вот этот тренд, с моей точки зрения, если он вообще утвердится, хотя бы нишево, хотя бы бляха ВПК, уже серьезнейшее изменение. В голову коллективного вот этого бреда, который весь был построен на том, давайте разваливать, уничтожать, отрезать, зародилось, а давайте хоть что-то скрутим. Из говна и палок, но скрутим, Но это, оказывается, можно строить, понимаете, да? но это очень, как вы выразились в самом начале, это очень такой лучик какой-то там где-то. Вот, Не скажите, на фоне... солнечный зайчик, я бы даже Смотря сказал. как посмотреть. Смотрите, Саша, когда была сплошная деконструкция, царила везде. Была только деконструкция. Снимем Булгакова, снимем Бегемота, там, запретим книжки, сожжем и так далее. Уничтожить, уничтожить, отрезать, отрезать все повестки. От радикального феминизма до радикального этого, деконструкции культурной и прочее, прочее. И на всем этом бреду появляется, давайте хоть что-нибудь сделаем, мы инженеры, это хорошо. Это очень серьезный луч. Он маленький, но хороший. Дает надежду, что если украинцы когда-нибудь, не на фоне войны, не на фоне ВПК, не на фоне давайте попадем в Кремль самой большой ракетой в мире, а в принципе задумаются на тему, а может, бляха, строить вместо того, чтобы разваливать, то тогда хоть какая-то надежда. Искра, которую можно раздувать. Это не солнце, еще встающее из-за горизонта, но это искра, появившаяся в ночи. На нее можно подуть. Я старательно на нее дую, понимаете? Авось разгорится. Смотрите, это же на самом деле, ну вот, вот сегодня... Вот еще что появилось, забыл сказать. Еще у нас появилась еще одна интересная штука. Вот эта дискуссия вокруг Фаерпонта, она к чему привела? У нас появился запрос для функционеров. У нас появилось новое требование к коррупционерам, которого никогда не звучало. Вот я смотрю, оно появилось, звучит оно примерно так. Вы, конечно, воруете, потому что не воровать вы не можете, но хоть что-то делайте. То есть минимальный коррупционный порог появился хотя бы в оборонке. Вы что-то сделаете, пусть оно летит, покажите летящее, тогда мы закроем глаза, насколько вы своровали. Раньше же такого требования не было. Раньше не воруют, это бесполезно там вообще. Сейчас народ требует, сделайте летящее что-то. Понимаете, Сегодня да? откинулся Ермак после своей первой ходки. Ну, это не Да. полноценная ходка, это, конечно, просто СИЗО, платная камера. Если верить Дубинскому, то еда... Ну, а что тут не верить? Как бы еда из ресторана, вот эти все вещи. На выходных пытались качнуть россияне, что вот там, причем россияне, российские спецслужбы, российские какие-то, в общем, говорят российским медиа, что там над Еленой Зеленской повис меч Набу-Исап. Набу-Исап это опровергли уже. И, в общем, и Зеленскому чуть ли там не надо, надо бы как бы развестись публично, чтобы, не дай бог, там... Ну, мы видим, что вот эти три ночи Ермака в СИЗО,
Цель и как пытается играть Банкова, это для того, чтобы максимально его как бы сепарировать. Он, видите, ничего не комментирует, ничего не говорит, а что? Ну, нечего ж сказать. Он говорит, я не виновен, я остаюсь здесь, чтобы доказать, что я не виновен. Не-не, Зеленский про Ермака А имеется в виду. Зеленский, конечно, нет. Он же принял уже административное решение. Чё ж. Понимаете, тут какая Да. странная история. Но ситуация эта заноза засела очень глубоко, и ее не выкорчевать. И понятно, что Ермак будет связан с Зеленским. Династия — это уже тема Зеленского, как вы выражаетесь, в коллективном бессознательном. К чему это приведет на фоне тех и больших процессов, и таких военных, о которых мы говорили? Смотрите, у НАБУ и САПа есть депозит. Как и у Европы и у США есть депозит, коррупционный депозит, который далеко не исчерпан. Я вам скажу, что говорят украинские таксисты между собой. В украинских элитах, полуэлитах и так далее, бизнес, там, силовых кругах и так далее, откровенно обсуждается то, что на третьей, четвертой части или на каких-то других частях записей, которые уже в распоряжении украинской тоже Правды находятся, или там если не ее, то САПа и НАБУ, записаны голоса Елены Зеленской и самого Зеленского, которые произносят чудовищные бла-бла-бла вещи, в том числе и коррупционно, в том числе и по отношению к позиционированию в отношении того же народа Украины, сражающейся армии и так далее. Что если их опубликовать это будет, и доказать их подлинность, то это будет страшная бомба. Поэтому вот из этого исходит. Мы не знаем, правда это или нет. Но, как сказал сегодня один умный человек, ну, конечно же, жена Зеленского, которая архитектор по образованию, не знала, что он там строит дом. Кто этот R1, который строит дом? Правильно, ни разу не поинтересовалась, он с ней не советовался, не интересовались, откуда деньги и как идет строительство. Как минимум, она же знала, мы же понимаем это. Мы можем с большой долей уверенности предположить, что она технически знала, как член семьи человека, который строит дом, просто элементарно, не президента. А вот муж строит дом. Даже если вы разводитесь, даже если у вас плохие отношения, как жена может не знать, что вы строите дом. Как бы, да, это... Поэтому сделать очень просто. Ее нужно поймать на улице Миша Ткачу и задать вопрос, как вы к этому относитесь, как бы, да, и знали ли вы про строительство дома, и откуда деньги на этот дом. Это означает, что внутри украинской верхушки, а это элементарная вещь, просто Миша, как всегда, останавливается и задает вопрос, на бегу догоняя, как он любит это делать. Или публично задает вопрос, на который надо отвечать. Публично выходит и публичное обращение делает. Никто этого не делает. Это означает, что реализация этих коррупционных кейсов регулируется. Регулируется она интересами НАБУ и САП как таковых, как структур. Регулируется она их интересами, кураторами, как хотите назовите, в Европе и США. Регулируется она переговорами с Банковой напряженно. По принципу, ну хорошо, Ермака мы вам отдали на прокорм, но тут же президента и 8 нельзя трогать, это же вообще все поколеблется, проиграем России. Мы должны сплотиться, и 5-10 вокруг президента. И соответствующее заявление Севгиль Мусаевой, что вот Ермак это ужас-ужас, мы его отследили и поймали, но президент это святое, институт президентства, мы все должны стоять. То есть это, простыми словами, для народа это договорняк. Договорняк. Те, кто за рубежом регулирует коррупционный кейс, информацию сдает, депозит. В Украине те, кто крупных политиков, самих этих структур, которые полунезависимые там, и так далее, и Банковой, которые находятся в сложных переговорах. Я думаю, что общий консенсус на сегодня такой. Президента и жену президента, там, и семью президента не трогаем, хотя информация кричащая, она остается в депозите. Когда ее могут использовать? Если он резко нарушит баланс в этом треугольнике, например, еще одна атака на НАБУ, на САП, там, с личным преследованием, там, СБУ натравит или еще кого-то. Например, что-то сделает, что не очень сильно не устроит зарубежных держателей ключа к этому кейсу, к этому депозиту. Или из-за рубежа на уровне очень крупного администрации, там, коллективного решения Евросоюза донесут, что надо реализовывать. Для коррекции курса или для чего-то еще. Что Зеленский, например, не выполняет договоренностей односторонние. Вот это вот такое. Либо Зеленский крупно доску качает, либо Запад качнет ее планово или внепланово. Только тогда это будет реализовано. Например, до конца войны этого не будут трогать, а намекая, борясь там, и так далее. А после окончания войны, когда речь пойдет о выборах, и Зеленского надо будет отсечь от выборов, опубликуют. Или угрозой публикации заставят сняться с выборов. Скорее, пока общее настроение туда, что этот компромат не реализованный, но известный, работает узкому кругу ограниченных людей, на самом деле, который на самом деле очень неограниченный, работает не на то, чтобы Зеленского снять сейчас до конца войны, а чтобы Зеленский не повторился персонально и как явление после окончания войны, когда речь пойдет о новых выборах. Общий консенсус такой. И он, кстати, всем это рассказывает, что
Вот как бы давайте мирно, давай, вы же поймите, дело не во мне. С Банковой или без Банковой мы будем сопротивляться Путину. Это же еще и про это. Это не Да. только про ракету. И этот консенсус нарушить может существующий. Реально может нарушить только резкий дисбаланс какой-то. Но пока никаких признаков такого дисбаланса нет. Пока все договорниково существует. Можно вопрос полупрофессиональный? Значит, Давайте. и потом перейдем к вашим вопросам, друзья. Вопросов Мгм. очень много, но, в общем, будем стараться успеть удовлетворить большинство из тех, скажем, вопросов, которые вы оставили. Значит, QR-код, который возле Алексея Николаевича, это его школа коммуникации и мышления. Милости просим, захаживайте, новые модули и, собственно, ну, развитие, да, себя, личности, да, и вообще восприятия. Два момента. Как вы отнеслись к тысячам головам Геббельса, что фактически С интервью Мендель, Юли. да, Да. процитировала Мендель. Мгм. И получается, что среди этих тысячей голов, как мы теперь уже знаем, из материалов суда, да, есть гадалка Вероника Феншуй. И вот вы там говорите, перейдет линию, по-моему, это уже все. Взять фотографии руководителей НАБУ и САП и закопать на кладбище, навести на них порчу. Скажите, пожалуйста, ну, а что это такое? Как это человек, руководящий фактически Украиной, это Ермак? Потому что все назначения проходили через него. Все, Не абсолютно. все. Не все. Советовался Это, да. с Вероникой Фэншуй. Ну, давайте сразу по порядку. Я скажу, как один из тысячи этих голов. Я же был и далеко не самый, там, не тысячный я был головой. Был период короткий, когда я был головой номер один. Значит, что мечта Зеленского была не тысяча голов, а миллионы и миллионы голов. И в значительной степени это удалось. В значительной степени удалось, потому что количество людей, которые кинулись на защиту там, Зеленского, его курса, который он проводит, ну, миллионами исчисляется. 3-5 миллионов регулярно взяли повестку радикального национализма, которую Зеленский как бы взял вопреки своим предвыборным обещаниям и своей программе, кинув своих избирателей. Фактически стал на позиции Порошенко, своего конкурента, который он критиковал, и еще усилил их, докрутил. И таких голов стало много. Много. В том числе обеспечивающие ему персональную поддержку, а если не ему, то курсу. И до сих пор много. И эти товарищи до сих пор пытаются держать всю остальную Украину с ее мнениями, там, с иной позицией, иными подходами к этим вопросам в заложниках, обвиняя их в предательстве, в агентстве и так далее, и так далее. Поэтому, да, тысячи тысяч голов были организованы. Самое печальное в этой истории – это не люди, которые работали по найму, не люди, которые работали в команде там, и так далее, а это люди, которые добровольно кинулись. Это все исполнять и, кстати, исполняют до сих пор. Потому что у нас сложился парадокс. В Украине есть, например, такое уникальное явление для мировой истории, как левые националисты. Это левые глобалисты. Комсомол вот этот вот левых глобалистов, выросшая, который называется простыми словами, от Севгиль Мусаевой, там, с «Украинской правдой», заканчивая там всеми вот этими грантажерами, они совершенно добровольно и с охоткой выслуживаются радикальной повестки. Добровольно. Хотя, казалось бы, занимают, позируют в роли интеллектуалов, которые всегда должны с фронта и критически относиться к решению властям, к курсу и так далее. Они клянутся в око, но хотя в Совке было принято, и мы все это знаем, что на каждой кухне смеялись над ЦК, над публикациями в «Правде», над программой «Время», и в каждом рабочем коллективе интеллигенция всегда была во фронте. Всегда. Сейчас в России интеллигенция публично во фронте к Путину и его курсу находится. Даже те, кто на территории России. Например, я приводил, что Бауманка голосует, это ВУЗ, для ВПК заточено российского, традиционно голосуют против Путина, на самом деле, на выборах и так далее. Поэтому, ну, тут вот и многие другие КБ там, и прочее делают оружие, голосуют против Путина. На фронте находятся, болтают в лаборатории длинными языками. Так вот, Украина самая неприглядная сторона ее, что на людей, желающих скинуть ручку и пойти вдоль мавзолея, оказалось добровольцев гораздо больше среди этих тысяч голов, которые не замечают растоптанную конституцию, нарушенные права человека, ТЦК, беспредел, коррупцию и так далее, и так далее. И даже по Ермаку они все, или вот по кейсу этих домов, все гадают, кто же этот Вова на ленте? Вот кто это Вова? Да.
И вот мы берем ключевых всех этих голов, советников, там, Стерненко, Притулу и так далее. Им задают прямой вопрос, кто? Ну, они говорят, вы знаете, это такая загадка, хуже Бермудского треугольника. Очень трудно догадаться, кто же этот Вова и чей же это четвертый дом. У меня нет никаких сведений, нет информации. Говорят, я не готов высказываться на эту точку зрения. Поэтому беда Украины в количестве добровольно побежавших в эти головы. Я понимаю, когда человека купили, когда человека испугали, когда человеку сказали, ну вот как Денис уедешь, это ты погибнешь. Штанько, да? Или Дмитрий Штанько, по-моему. Ну, надо имя. Там, я прошу прощения заодно у родных там, или близких этого человека, если я не могу вспомнить, память погибшего и так далее. Его же насильно отправили, где он погиб. Соратника Червинского. Туда. То есть на лицо как минимум один факт расправы над человеком, который занял иную позицию. Его послали на фронт и убили. А он же не один на самом деле такой. И десятки, если не сотни. Так вот, я понимаю, этих людей, ну, дрогнули, война, не разобрались там, да, и прочее. Поддерживать искренний институт президентства. Не смогли провести тонкую моральную операцию, хирургию вот эту этическую, а это реально отложенная хирургия, и разделить интересы вот этой коррупционной банды и интересы Украины. Хотя, что там производить? Я дал формулу, озаглавив наш прошлый эфир. Украине да, Зеленскому нет. Все очень просто. Можно сказать, Украине да, а коррупции нет. Но для многих людей это тонкая хирургия. А как же разделить власти там, или тех же конструкторов, которые, с одной стороны, ракеты запускают на Туапсе, а с другой стороны, воруют на этих ракетах? Это так сложно поделить. Вор, который на оборонке воюет, работает, это вор или защитник Украины? Очень многие люди растерялись. Этих я могу понять. Я могу снисходительно похлопать по плечу там, тех, кто испугался за себя, за родственников, там, не смог разделить и прочее, там, не дорос. У него такая внутренняя щупальца чувствительное этическое не доросло, чтобы разделить коррупцию и войну. Но тех, кто побежал добровольно. Помните у Евгения Шварца в «Убить дракона» и в фильме, когда Абдулов идет вдоль всех и говорит, ему говорят, мы не виноваты, нас учили. Он говорит, да, вас всех учили. А почему ты был первым учеником? Так эти же даже не первые ученики. Они первые добровольные пособники. Они туда ломанулись. И вот количество этих людей потрясает от рядовых домохозяек, которые на фронтнице кричат, заканчивая тем, кто позирует в роли интеллектуалов и имеет там многотысячную аудиторию. Вот это самое страшное и позорное явление для Украины. И с ним еще разбираться и разбираться. Вот с этим добровольным побегом в подлизы власти. Смотрите, вся фишка в том, чтобы разделить интересы клики коррупционной и интересы Украины, которая действительно должна себя защитить. Неважно, Россия напала, Китай или инопланетяне, на страну напали, надо защитить. И разделить войну и, например, коррупцию. Но можно эту моральную дилемму все время производить, разделение, стараясь не перепутать интересы Зеленского и интересы Украины. А можно зализывать, чтобы они слились, и вот это самое. Да, и вот в момент, когда сам Зеленский их разделяет и говорит с Банковой или без Банковой, он же фактически произвел разделение. Я и Украина впервые. То даже тогда добровольные вот эти лизуны хотят залезать. Нет, нет, куда мы без Банковой? Как же мы без вас, Владимир Александрович? Как же без президента? Мы все должны сплотиться. Это самое уродливое явление. Очень уродливое явление. Но недаром говорят, что лучший надзиратель это украинец был всегда. Это Это точно. теневая сторона нашего народа, как ни крути. Пользуйтесь гадалками, услугами А гадалок. теперь по поводу гадалок. Смотрите. У всех политиков всего мира всегда есть формальные и неформальные контакты с астрологами, предсказателями, нумерологами, таро и так далее. В Украине это умножить на 20. Вот это меня еще покоробило в хорошем смысле и посмешило. Те, кто сейчас, вот я читаю людей, про которых политиков и там крупных деятелей общественных, которые я доподлинно знаю, кому, когда и как часто они обращаются, ко всем этим трахтебедохам, которые называются на жаргоне, они делают вид такой, боже, век искусственного интеллекта и, так сказать, торжества материалистической науки, обращаться к гадалкам. Это же такой ай-яй-яй, такой зашквар. Вот самое печальное в Ермаке, что было и так далее. Это люди, про которых я доподлинно знаю, что он с утра обращался к тете Маше, а вчера вечером к тете Кате, которые проводили магический круг, чтобы этот самый... Теперь смотрите, как я к этому персонально отношусь. Политика – это настолько стрёмная профессия, она настолько, там столько иррационального, как говорил Наполеон, я строю свои планы из снов моих спящих солдат, что контакт с иррациональным так или иначе там обеспечен. Хотя бы для чего? Для богатства идей.
Чем больше точек, смотрите, чем больше точек зрения, даже самых странных, тем больше ты не знаешь никогда, как в твоей голове стрельнет какая мысль, какую идею тебе подскажет, какой ход. Вот, например, ты сидишь и думаешь, а вдруг это, тебе говорит тетя Маша, а вдруг это родовая программа Украины, родовая карма. И у тебя совершенно неожиданно стреляет в голове, и ты говоришь не про родовую карму, а говоришь, что про историческое наследие. Вот у тебя никогда не говорил про историческое наследие какой-нибудь Ярослав Железняк, а тут железный нардеп. А тут у него возникла идея, и он заявляет про историческое наследие. Новый нарратив. А в политике погоняться за новым нарративом дорого стоит. Но самое прикольное, что когда они говорят «век искусственного интеллекта», нельзя обращаться к гадалкам. Смотрите, они же используют этот искусственный интеллект чисто как гадалки и карты Таро. Потому что всерьез пользоваться искусственным интеллектом нужно иметь очень серьезную подготовку когнитивную, да, там правильно выстраивать, критиковать, выстраивать систему отношений. Это мало кто умеет. Даже рядовой промпт написать на то, что сделай мне смешную картинку, сложно. А уж выстраивать там дискурс, например, политический с помощью искусственного интеллекта, весьма ограниченную. По некоторым темам это надо уметь. Все пользуются ИИ как гадалками сейчас. Поэтому в обществе, где солоха является нормой жизни, и все начали разом, от рядовых пользователей до политиков, изображать «нет-нет, мы не ходим в Солохи, это не про нас». Понимаете, да? То есть каждый, смотрите, как это выглядит. Большая деревня, хутор, соседи. Одного соседа сказали, а он в Солохе был председатель, там, зампредседателя, осудили его. И каждый выходит из загадательного стола, где свечи стоят в определенном порядке, накапано, выкатано и так далее. Подходят, надев нарядные вышиваночки, подходят к забору и начинают рассказывать, как плохо пользоваться Солохами, чтобы тут же убежать в Солохи и спросить, ты видела, как я обсуждал с соседями? Да? Ну, вот он говорил, я правильно, да? Погадай мне, я правильно там осудил Солох? И тут же инициатива от Мазурашева, давайте, значит, всех их осудим и так далее, и так далее. Поэтому это такой парад лицемерия, что у нас за эти 2 недели было 2 парада лицемерия. А, еще и Юлия Мендель, интервью, ее откровение. Все такие, боже, что она наговорила, какой кошмар. Все, что она сказала, знают все в Украине. Да. Об этом сказано, пересказано. Но тут же тоже какое. Не то, что, плохо не то, что в хате инцест, и там шмаль взвешивают и продают налево. Понимаете, да, и перекупкой золота занимаются. И золотые зубы хранят. А что ж ты вынесла из хаты? Понимаете, да? И вот это вот 3 показывает, насколько уязвлено, инфантильно и лицемерно в значительной степени то самое украинское коллективное бессознательное, инженерный луч, которым забрезжил наконец-то. Потому что все знают, все пользуются, все прекрасно понимают, что есть огромная разница между коррупционной верхушкой или там, коррупционной системой и страной, которая защищается от внешнего этого самого, и от нее, от внешней агрессии. И все не то, и большинство тех, кто претендует позировать в роли дилеров общественного мнения, интеллектуалов, каких-то маяков там, для общественного, заняли позицию, добровольно заняли. Никто с пистолетом не стоял в голове, никто там 20 тысяч долларов не давал там, в месяц и так далее. Заняли позицию. Ой, вы что, мы же не такие, это же не про нас совершенно, вы что, и так далее, и так далее. Тут парад лицемерия. Это одна из самых горьких страниц, которые приходится констатировать в нашем с вашем народе. А почему Ермак не признал? Он говорит, да, а чего? А что ему признавать? Ну, смотрите, вот что в этом стрёмно? Все пользуются гадалками. Я думаю, не все укладывают фотографии своих противников в гробы. Хотя и этого хватает. Уж хватает, перехватает. Вы знаете, что целая индустрия существует, например, когда хлеб с причастия воруют, а потом на нем черно-магические ритуалы делают. То есть его не проглатывают, а держат под языком, выносят, там маги, гадалки это делают. Это индустрия целая существует. Сколько такого хлеба существует в Украине, хотя священники стараются следить, чтобы глотали тут же в самых церквях, чтобы этого всего не было. Это очень распространенная хрень. Украина, в принципе, насквозь в этом смысле мистическая страна, целиком замешана на картах Таро. Но, как бы, самое главное, нет, чтобы выйти и сказать, да, это наша сильная сторона, у нас Солоха и там этот самый... И способность оседлать черта – наша сильная сторона. Мы живем в вечном Гоголе, вечера на хуторе близ Диканьки. Ну, и только Гоголя мы запретили. Да, Гоголя запретили, да, бойтесь нас все, потому что вот сейчас очередной там подкидывающий вареники, как подкинет, так и мало не покажется. Но сделать фольклорной составляющей, сделать каким-то там этим самым. Все таки не, это не про нас. Я думаю, ну что, никакой Солохи мы не ходим. Блядь, ходят все. Все немедленно побежали совещаться ко всем Солохам по этому поводу. И такие все. Вот есть у нас отдельные недостатки. К сожалению, не только достоинства приходится говорить, но и о веселой стороне. О веселой стороне нашего коллективного сознательного. Я, кстати, был очень поражен
Да. ну, это как бы и в моем кругу общения, и, ну, в общем, мне попадалось даже, да, вот как-то по соцсетям, Мгм. сразу проверили, там, а кто-то там натальная карта, а сразу посмотрели, а что там у него за, как бы, эти у Да, да, Ермака, да, 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 а тут вот у же. Зеленского, там такой расклад, что очень много предрасположенности, Смотрите, опять-таки предрасположенности, что он нетрадиционной ориентации, то есть совпало с вот этими всякими, знаете, а вот инсинуациями тут проклятыми. совпало там с тем, что там Ермак такой, а у Ермака там в роду, я это встречаю, правда, а у Ермака в роду там были показатели к тому, Э, что Ну, поэтому... давайте скажем так. Мой один из моих учителей, Абиссалом Подводный, известный российский астролог, которого я, в частности, учился астрологии, научно. Он предсказательно не учил, а вот психологической, какие особенности означают аппарат этот использовал. Вот, и так далее. Он был не чужд Джуния Давиташвили. Он был с ней хорошо знаком. Помните Джуну такую? Вот? Мгм. А Джуна была очень непростая женщина. Там генералы КГБ стояли по стойке смирно. А почему? Потому что она умудрилась когда-то Брежневу помочь. И все всякое было в ее биографии, со слов людей, ее хорошо знающих. Например, пытались научно определить силу и таланта и так далее. Но она реально помогала. Она обладала сильнейшим способностью внушать, который там порождал эффекты разные. Назовем их эффектами плацебо, как хотите. Люди излечивались из серьезных заболеваний. Уж по каким причинам мы не знаем. Соответственно, она имела очень серьезный авторитет и влияние, потому что обслуживала, внимание, коммунистическую советскую верхушку, которая напрочь были материалисты, по крайней мере, формально, и уже имели в своем распоряжении полный аппарат четвертого управления и лучшие возможности мировой медицины. Если это явление было в материалистическом Советском Союзе, то в коммерческой Украине, находящейся на разломе своей истории, когда у людей крыша отъезжает по отдельности и под огромным давлением, которое на них оказывает ситуация история, как вы думаете, будет бурным цветом процветать вся эта история? Будет. Но надо очень сильно различать, когда человек говорит, ну окей, я с удовольствием послушаю про свою натальную карту или даже там какой-то расклад на картах Таро, что никогда не знаешь, какая идея тебя озарит в этот момент. А политика – дело творчества, художественное. И вообще любой сложный напряженный процесс. И заканчивая, когда люди платят за то, чтобы уложить фотографии своих противников в гроб. Вот это уже немножко переборчик. Так вот, если бы эти говорящие головы вышли и сказали, ну да, ребята, я люблю послушать про свою натальную карту, с удовольствием расклад на картах Таро, но вы знаете, меня поразило укладывание там песка, использование песка с кладбищ там, и укладывание. Да, вот если эти факты, это уже ненормально, вне зависимости, материалистическая это физика или карты Таро, потому что это показывает серьезные девиации в голове человека. Не потому, что он верит в то, что закапывание фотографий повлияет на реальную судьбу живого человека, а потому что он в принципе допускает возможность причинения некого зла вот таким вот способом Ну, мистического. И смотрите, формально в это зло вкладывается, смотрите, понимаете, да? мне кажется, что если там, ну, а может, вот это же часто так бывает, вырежут, я думаю, что Ермак пожалеет, какого советника он потерял среди, в то время еще, да. Может, подсказал кто какая-нибудь там. Дулю им с маком всем этим всем ермакам и советникам, потому что, в том числе и мне, потому что я очень довольно быстро понял, кто они такие. И слава богу, я свой принципиальный выбор сделал. Так вот, хотя мне тоже понадобилось время, чтобы разобраться. Но я же говорю, у нас удивительно не умеют производить операцию, которая очень нужна взрослому человеку в нашем буремном мире. Разделять нюансы. У нас вместо разделения нюансов либо комкают сюда кучей, как дети в пластилин, либо зализывают еще там, где трещина наметилась. Я же говорю, Зеленский сам вышел и сказал, с банковой или без банковой, то есть он допустил, разделил, что Украина и без банковой устоит. Эти же не дают. Эти, которые предлагают сплотиться вокруг президента. Мне очень нравится этот жанр, когда кто-нибудь там в камуфляже или какой-нибудь там в галстуке хорошем начинает вот так вот в стиле, ну ви знаєте, я принципово проти Зеленського, але ж ми маємо сплотитися біля інституту президентства, тому що це мова йде про те, щоб Україна вціліла перед страшною російською навалою. И с таким чувством морального превосходства, ощущение, что он в следующий раз скажет, да, я тоже закапываю фотографии Путина в гроб, как бы, да, и этот самый, и предлагаю всем следовать моему примеру. Ну, что-то их Да, заставляет удивляться. Видимо, они понимают, что у них нету 1000 голов.
Да, друзья, значит, подведем итоги опроса. И смотрите, давайте так, на следующий понедельник больше уделим времени вашим вопросам. Сейчас вот пробежимся по, как бы, вот очень понемногу, но со всех мест обязательно. Но учтите, да, что если там вы писали вопрос и не прозвучал, ну, вот просто у нас сегодня такой какой-то вот такой разговор получился, и, ну, считаю достаточно интересным. Поставьте лайк, если таковым тоже этот разговор считаете. Итоги нашего сегодняшнего опроса. Итак, в кого в руках вожжи эскалации? 5% Трамп, 10 Зеленский, 19 Путин, 67 считают, что Европа и Британия. У них сейчас, от них зависит, куда, собственно, все развернется и от их поведения. Что, в принципе, логично, да, по состоянию, ну, того, что мы обсудили. Так, поехали, вопросы. Алексей Николаевич, как всегда, режим Блиц, хоть и сегодня, в общем-то, не так много у нас будет этих вопросов, но тем не менее. Поехали. Так, клуб зрителей Шелеста, камерное сообщество, где там в таком узком кругу обсуждается все. Всех приглашаю, спасибо за поддержку и за то, что туда присоединяетесь. Поехали. Пользователь Алексей Николаевич, хочу у вас уточнить вашу позицию. 9 июня 25 год. Говорите, что Россия не воюет по-настоящему. Настоящая война — это 40% бюджета. Россия опять 7 тратит. Фоновый режим войны. Но 11 мая этого года говорите, что ну, противоположная легенда о том, что будто Россия еще не начала воевать, не выдерживает критики, потому что Россия применяет все силы и средства, кроме ядерки, по полному объему. Что за это время изменилось? Ничего не изменилось. Вы пересмотрели оценку? Изменилась модель войны России? Или речь шла о разных уровнях бюджетно-социальной мобилизации и военно-технического Смотрите, применения? ничего не изменилось. Это надо просто понимать в комплексе. Из имеющихся сил и средств Россия применяет 85%. 15% на дежурстве находится в России, охраняя ее многочисленные большие границы и так далее. Все, кроме ядерного оружия, 85% сухопутных войск на территории Украины ведут войну. Также воздушного десанта, морской пехоты там, и так далее, и так далее. Но Россия как государство не ведет эту войну в полную силу, потому что модель российская с 24 февраля, когда они вообще профессиональной армией хотели победить, когда они ввели сюда армию, у которой в 2 раза меньше защитников Украины было, и надеялись еще выиграть войну. 350 тысяч против 800. Так вот, фишка в чем была? До проведения мобилизации Россия не перешла в режим, хорошо известно русским, и нам всем, вставая страна огромная, когда все для фронта, все для победы. Вот уйти на военный бюджет 40%, как он был в Великой Отечественной войне, 40-45 тогда тратила Россия. Она может это сделать, но последствия непредсказуемые, в том числе неизвестно, как отреагирует российское общество на попытку перехода к полной мобилизации. Соответствующие дискуссии ведутся и в Z-каналах, и в Кремле, и в российском обществе. Можем ли мы вообще сейчас перейти к мобилизации? Потому что все понимают, что без мобилизации серьезных достижений в войне невозможны, а отсутствие серьезных достижений означает, если не проигрыш в войне, то не успех. Поэтому определенный тупик. Прежняя модель войны исчерпалась, но переход к новой чреват такими социально-политическими последствиями, просчитать которые и подготовиться к которым сложно российскому руководству. Это вне пределов его управления. Поэтому все имеющиеся средства, и даже с мобилизацией она применяет по полностью, но она имеет потенциал войны в полную силу, и тогда, я это говорил, если проведет полномасштабную мобилизацию и все переведет на военные рельсы. Но и тогда, сегодня она, мягко говоря, не готова к такому решению. Оно дискутируется до сих пор. И мы посмотрим до осени, будет ли оно реализовано или нет еще. Или осенью. Это сложный вопрос, сложный для российского руководства. Но говорить, что так как российская пропаганда, отдельные ее элементы подают, что Россия вообще не начинала воевать. Слушайте, если у вас 85% армии на территории другого государства, говорить, что вы не начали воевать, это сильно перебор, знаете ли. Алексей, действительно ли в России есть просадка по ПВО или ритму постройки и выбивания? И если да, то может ли Украина рассчитывать на это как на существенный фактор? Главная просадка российского ПВО, даже если бы ни одной установки ПВО не уничтожили, или эта инфраструктура обеспечивает, это российская территория. Она настолько огромная, что всегда можно найти лазейку, как облететь и подлететь. Технически очень сложно закрыть. Для того, чтобы закрыть сейчас Москву от возможного налета 9 мая или вчерашнего налета, снимали ПВО с остальных регионов России, в том числе ключевых объектов. А если не полностью снимали, то забирали там установки, доводя до критического минимума ПВО. Огромная территория. Проблема российского ПВО – это огромная территория России. Поэтому, учитывая, что Украина еще и выбивает какую-то часть, так это в принципе большая проблема. И она никогда не будет решена в силу огромности территории. В этом же проблема. Почему украинцы всегда смогут поразить хоть какой-то российский объект, не один, так второй? Потому что все прикрыть невозможно. Слишком большая территория.
Вот такой вопрос, ну как вопрос воззвания, что ли. В общем, Людмила пишет. Добрый вечер. У меня вопрос-просьба к Александру, к вам, к Алексею Арестовичу. Мураев уверен, что 50-летие встретит дома. Это декабрь этого года. Я перепроверила. Масейчук выдал фразу в эфире Шелеста «Девочка, наливай водочки», что вроде означает «скоро пора домой». Бог любит троицу. Кто-то из вас сможет выразить внушающую надежду, уверенность, что Новый год встретим в родных, мирных городах. Просто потому, что не из-за политических, экономических предпосылок и умных массивов данных. Смотрите, это к вопросу о том, кто о картах Таро и астрологии. Очень много. Раскинем? Да, очень много среди раскидывающих, что вот осенью все-таки, в ноябре все-таки прекратится. И так далее. И это как-то коррелируется с какими-то там сплетнями от таксиста, международной политики и так далее. Но помните, каждый ноябрь каждого года говорят, что вот-вот к Новому году или к ноябрю обязательно что-то произойдет. Ну, у нас ноябрь и февраль два критических месяца, когда что-то происходит всегда. Но окей, в очередной раз люди верят, что к ноябрю. Я думаю, что это длинная история, чуть ли не до середины 27-го, до весны 27-го как минимум. Скорее всего. Еще Трампу надо проиграть промежуточные выборы. Не забывайте, что Зеленский снимает Трампа. Он ведет его к проигрышу на промежуточных выборах. Не только он один, с демократами, там, с левыми глобалистами из Европы и так далее. А потом нужно, чтобы он президентские проиграл. А президентские у нас 28-го. А старт кампании когда? 27-го. Ну, вот все это время товарищ Зеленский очень заинтересован, чтобы война продолжалась. Потому что если война прекратится, то станет не товарищ, не совсем товарищ, потом совсем не товарищ, а потом, может быть, с Андреем Борисовичем разделит камеру или там соседнюю, понимаете? Да? Поэтому, как минимум, одна сторона очень не хочет, чтобы все закончилось осенью 26-го, поверьте мне. Так, переходим в сообщество YouTube. Добрый вечер, Алексей ваш тезка пишет. У меня вопрос. Буданов президент, который нужен сейчас Украине на переходной период, или это слишком одиозная фигура для Европы и России? А что такое Буданов президент и нужен? Это как? Кто это решает? Президентом будет тот, кого выберет народ Украины, как ни крути. Мы не знаем, кто это будет. Если вы заметили, то герои этой войны накачиваются и падают раз в 1,5 года, где-то 2 года идет замена героев. Большинство лиц, которые сейчас на слуху, 2 года назад о них ничего не было известно. Ну, об Буданове было известно, там, например, Мадяра возьмите того же и так далее. У Поэтому это Мадяра было... есть электоральные шансы, вы считаете? Ну нет, и как фигура публичная, я имею в виду, накачанная. 2 года назад про него там мало кто знал вообще и так далее. Поэтому, смотрите, эти герои, они взлетают и падают. Есть вечные фигуры, например, Тимошенко. Там и так далее, и так далее. Никто не знает, как будет голосовать. Могу сказать только, что показывают реальные опросы. Не те, которые публикуются официально, а реальные, которые регулярно проводятся. Доля президента военного вообще украинцы не хотят. Категорически не хотят. Вот на сегодня, как это не печально для шансов Залужного и Буданова, категорически не хотят президента военного, хотят гражданского. В Верховную Раду допускают военных, но их рейтинг даже для Верховной Рады неуклонно падает. Чем дольше будет затягиваться война, тем больше будут падать на самом деле. Это очень закономерная история, она логична предельно. Вот здесь как раз это не то, что зона неуверенных допущений, когда происходят такие глобальные процессы, что самые крутые аналитики и тарологи не знают, по каким закономерностям играет история. А здесь вполне понятно, почему так делают. Но президента военного не хотят точно. Поэтому тут еще большой вопрос, кто, когда и как. Угу. Ну, а Так, то, что Буданов яркая фигура, и точно есть люди, которые предельно заинтересованы в том, чтобы провести его на президентскую должность и накачивают максимально его фигуру информационную, это, по-моему, очевидный факт, его даже там, не надо оспаривать там, или подчеркивать. так, ну тут опять мы когда-то уже говорили про эти вопросы, вот спрашивают, будут ли дебаты Мосейчука и Арестовича, спроси у него, пожалуйста, вообще интересно. А о чем дебатировать? Ну давайте переуточним, потому что уже, знаете, уже неделька прошла, в общем... Во-первых, я первый раз слышу про такие дебаты. Во-вторых, о чем дебатируем? Что является предметом дебата? Мгм. Ну, там по поводу Украины, по поводу... В общем, смотрите, давайте так. Если вам так уж интересно, рассмотрим этот вопрос. Ну, в принципе, позиция по дебатам Алексея Арестовича, она известна. Он уже неоднократно... Ну, вы неоднократно проговаривали ее в эфире. То есть, ну, Смотрите, я не нуждаюсь в дебатах, потому что я излагаю свою точку зрения, можете соглашаться, можете не соглашаться. Это все, да. к чему я готов на сегодня. Надежда. Поэтому...
Надежда спрашивает. Алексей, Александр, добрый вечер. У меня такой вопрос. Живу уже больше 20 лет в Италии. Менялось часто правительство, правили левые, правые. Были, в общем, разные сложности, много недовольства, эмоций. Ну, так, Италия, понятно. В общем, поражает одно, что ни одно из самых топовых средств массовой информации не реагирует на коррупцию Зеленского. Иногда проскакивают новости в соцсетях, но по самим центральным каналам тишина. С чем это связано? Зачем итальянцам, европейцам вообще защищать этого ворюгу? Неужели их всех устраивает чудовищное воровство? Спасибо за ответ. Потому что, дорогие друзья, это принцип старый, добрый и проверенный. Со времен Макиавелли, того же в том самом в Италии. А на самом деле со времен первобытных. Это сукин сын, но наш сукин сын. Но судьба этих сукиных сынов крайне печальна. Пока они делают то, что велят, в данном случае Россия воюет с Россией, им простят все, закроют глаза на все. На нарушение прав человека, на коррупцию и так далее. Как только надобность отпадает, им вспоминают. Все обычно. Мгм. Так, вот Вот такой он, еще. можете из свежих судьба Михаила Саакашвили. Уж какой он был реформатор, какие ему пели дифирамбы, а потом что произошло? Алексей Николаевич, объясните, пожалуйста, как военный эксперт, как Европа собирается воевать с Россией на фоне падающей экономики? В моем понимании, исходя из экономических возможностей, что планируются силы и средства стратегической операции, а если экономика падает, то время Че, и выясняется, что запланированными силами и средствами ни тыл, ни фронт не обеспечен, а это поражение. Да ну, а вы пробовали сравнить объем российской экономики и европейской? Какой больше? Но Украина, экономики же не воюют в прямом смысле этого ну слова. так, о чем тогда этот вопрос? Как бы человек говорит, что по экономике Европа не вытянет, так у нее экономика, ну я сейчас не назову точные цифры, но в очень много раз больше российская. То есть тогда возникает вопрос, как маленькая Россия с маленькой экономикой вообще собирается воевать с Европой. Можно так вопрос поставить. Во-вторых, Европа в ближайшие 5 лет инвестирует 850 миллиардов евро в военную промышленность, в военную инфраструктуру там, и так далее. 850 миллиардов евро. Вы послушайте эту цифру. И так далее. В-третьих, у Европы есть Украина, которая прекрасно сдерживает российскую военную машину всего лишь за 90 миллиардов на 2 года. Это вообще ничто. Как вы думаете, если в России будет воевать с Европой, какую роль займет Украина? Европа сделает все, чтобы она была фактором сдерживания. А уже если Россия не может справиться с Украиной при поддержке Европы, то как Россия будет с Европой воевать? Это большой вопрос и сложный. Да, друзья, давайте заглянем в чат, и еще там буквально по пару вопросов, потому что понимаем, время такое затяжное, но тем не менее, еще раз, на следующий раз будет больше ваших вопросов. Обещаю, обещаем. Вопрос для Арестовича. А что сегодня опаснее для общества? Пропаганда, страх или усталость людей? Совокупность. Работает стрессовая машина, стресс-фактор, который перемалывает мозги, судьбы там, и так далее. Это очень печально. Но сегодня было заявление медиков, на 7% подскочило количество инсультов, на 11 инфарктов, или там наоборот. Но суть в том, что украинцы живут в очень длительном стрессе. Это всегда очень тяжело. Была информация, что биологический возраст украинцев на 10-15 лет старше, чем положено. Потому что длиннющий стресс, 5-й год, тяжелейший стресс. И это, да, это очень дорого нам обойдется, и несколько десятилетий будет сказываться. Мгм. Андрей, прямая война России и ЕС неизбежна, как вы считаете? ЕС молча развивает ВПК, как будто все к этому идет. И второе, если все начнется, получится ли украинским мужчинам сбежать из Европейского Союза или будет как в Украине? Ну, Евросоюз не будет ограничивать движение людей, товаров и услуг, потому что это базовые принципы его существования. Они прямо говорят нашим чиновникам, которые объясняют, что мы хотим в ЕС. Они говорят, мы не можете в ЕС, потому что вы ограничиваете движение людей, а у нас это не принято. Ну, поэтому мы даже во время войны не будем ограничивать. Ничего не грозит украинским мужчинам, которые находятся в Европе, особенно если они легализованы, получили временную защиту, получили резидентство, работают, платят налоги и так далее. Поэтому, возможно, будет какие-то инициативы, типа сделать добровольские украинские бригады уже из мужчин, которые подразделения уже в Европе находятся. Это я допускаю как вариант. Там они за гражданство, за просто от хорошей жизни попытаются повоевать за Европу, там, если понадобится. Но это зависит от срока войны, масштаба войны там, и так далее, и так далее. Я думаю, что я надеюсь и заинтересован в том, чтобы такой войны не случилось. И я думаю, что людей, заинтересованных в том, чтобы не было российско-европейской войны, больше, чем тех, которые заинтересованы, чтобы она была. И это правильно. Инопланетяне скоро начнут войну против человеков. Будет всем счастье тогда. А зачем нам им воевать с нами? Представьте, что вы представитель сверхцивилизации. Зачем им воевать с этим стадом шимпанзе?
Чего вы от них хотите? Бананы хотите? Что, или что? Что у нас такого, что с нами надо воевать? За что? Но вообще, конечно, тема серьезная с Чего им не инопланетянами. хватает? Да. Тема серьезная, как ни странно, да, и о ней надо было отдельно поговорить или сказать, но уж воевать с инопланетянами за что? Что у нас такого есть, что с нами А воевать? зачем она нужна Чего не Трампу видно? сейчас? Ну, с одной стороны, он выполняет предвыборные обещания, он обещал рассекретить, честно выполняет. С другой стороны, как-то отвлекает, создает поводы. Сегодня же фотку опубликовал с инопланетянами. С третьим, есть общественное давление. Уж почему оно? Это можно сразу строить какие угодно теории в отношении того, что инопланетяне требуют рассекретить. Или там люди просто назрели. Но количество фактов, смотрите, на Земле каждый день растет количество приборов наблюдения. И вот этих вот там странных мечей, странных летающих объектов сняли огромное количество. В Америке существует, надо знать американское общество, целый корпус теорий заговора, очень популярных. Вот у нас, как у нас конча заспа, так у них это зона 51, контакты с инопланетянами, правительство скрывает. В общем, американская беседа нормальная за хот-догом или за сигарой, или там где-то там поедание придорожной яичницы на заправке, всегда сводится на пятом ходу, на пятом шаге, сводится к тому, что правительство скрывает, и правительство против нас это самое. На самом деле правительство испытывает огромное давление общественное. И это может быть механизмом сброса давления. Тут интересно поговорить бы на тему, а что, бляха, если это действительно существует, и действительно ВКонтакте. Это же полностью радикально меняет все. Смотрите, какими дикарями мы выглядим тогда со всеми нашими рассуждениями. И реально представьте себе на секунду, в порядке мысленного эксперимента. Вот реально существует какой-то там галактический союз, инопланетяне прилетают, люди в межзвездных системах заняты такими проблемами. А у вас что? А мы тут Москву обстреливаем и Киев. Ну, дикари. Ой, а как тогда новыми красками заиграют Таро, Таро, да. И астрологи? вот возникает вопрос тогда, возникает вопрос, на фоне, если они реально есть и реально проявятся эти инопланетяне, может быть, тогда хотя бы войн станет меньше или прекратятся, чтобы не выглядеть перед соседями такими идиотами. Это да, да, друзья. Ну, опять-таки, смотрите, хороший вот такой финал, но я, как всегда, немножко... А давайте вот так. Вот из вашего чата вопрос. Не вопрос, комментарий такой злой. Я хочу, чтобы мы в конце вот точку поставили, ответив на злой комментарий. Вы, точнее, ответили. Это прям очень интересно. Отлично, зло – это прекрасно. 2 обиженных, несостоявшихся лузера тявкают на Зеленского, как моськи на слона. И Потужно? да, я думаю, что Владимир Александрович, это мы ему поставим, я сделаю все, чтобы поставить ему золотую статую величиной метров 250-500, где-нибудь на круче Днепра, где он будет в одной руке держать в левой свернутый план этого, это, как его застройки в Конча-Заспа или где там, Стійкості. недостроенного дома, да, а рукой указывать на солнце, да, а солнце, когда инопланетяне прилетят, я скажу, что пора переименовать солнце, нашу звезду, во Владимир Александрович Зеленский. Было сан на английском, а мы будем звать вас. Это теперь. Только так мы сможем хоть как-то попытаться отблагодарить его за все, что он сделал для нашей страны. И Алексей для мира. Арестович был моим собеседником сегодня. Спасибо большое, что присоединялись. Алексей Николаевич. Мира во всей галактике. Да, друзья, добра и света. Инопланетного и человеческого. Увидимся через И понедельник. удачного расклада Таро сегодня вечером, друзья. Да, вытащите картейку, посмотрите, что нас ждет. Жезл, как это, 7 кубков, 8 жезлов, что там у нас бывает. В общем, чтобы все у вас было хорошо. Все. Да, всего хорошего и увидимся. До свидания.